Всем привет! Ну что, я притащил целую кучу книг, которые нам сегодня предстоит прочитать. Вот эта стопка, еще вон сзади на столах стопки. Что успеем, то прочитаем, что не успеем, то не прочитаем. Но я надеюсь, что сегодня будет очень интересный стримчик, по крайней мере, как минимум для меня. Элон Маск ругается. Ругается, причем на русском языке. Ну что, давайте я проверю, что у нас все хорошо. Эндрюс, приветик. Ой, простите, это у меня сейчас закрою. Вот так. Вот. Архив. Сейчас я проверю, что у вас ничего не будет мешать в плане интерфейса игры. Будет мешать. Как мы с вами поступим, я не знаю. Нужен ли вам чатик? Я могу чатик скрыть, чтобы он не мешался вот так. Но тогда вы не будете видеть текст других платформ. Я не знаю. Как бы. Отпишитесь, как вам будет лучше. Китик, здравствуйте. Кираро коничевали. Здравствуй, Назар, здравствуй. Давай без чатика. Конечно, нужен чатик. Hello. Так, ну-ка давайте. Кто... Плюс поставьте, кому чатик нужен, чтобы вот этот чатик, вот он, я и мигаю, чтобы он показывался. И минус, кому он не нужен. Просто он налазит на другой текст, и я с этим сейчас, наверное, ничего не смогу поделать. Плюс, минус, плюс. Что еще? Кто еще? Так, если у меня на фоне слышите шум, извините, мне там котик в туалет сходил. 3 плюса, 1 минус или что? Я не понимаю, где все, алло? Я вас вижу, алло. Вы что молчите? А что если врубить озвучку и вырубить на экране? В смысле? Как врубить озвучку, если я сейчас буду читать? Она же будет меня перебивать. Мне без разницы. Ничего не... Как это ничего не слышно? Раз, два, три. В смысле, котика не слышно? Риви, приветик. С озвучкой читать не получится, все правильно. У нас путеводитель по Тейвату, но я его читать не буду, потому что он не полный. Мы пойдем сверху вниз. У нас сейчас есть башня Манштата, она полная. Ну тут и 1 том всего. Ну тогда плюс. Окей, ладно. И я могу вам сделать какую-нибудь подложку. Если хотите. Сейчас... Color Source. Как это? Что это? Ой-ой-ой. Так, секунду. Выбрать цвет. Прозрачным я его, походу, сделать... нет, могу. Давайте сделаем 150. Ой, нет, мало. Ну, давай сделаем 200. Вот. Мы это дело уменьшим. Как размер поменяем? Можно размер. Так. Ширину у нас мы поставим... Так, давайте я пока включу, чтобы вы не молчали. 700, 800. Спасибо за подарочки. Вот так. Вот так. И вот. Как-то вот так вот сейчас сделаем. Сейчас я его поднастрою чуть-чуть. Так, высоко. И говорит программист. Да не говори. Ох уж эти программисты. Вот. Я вот так вот вам сделаю, чтобы вы как бы вроде бы как бы и видите, но вроде бы как бы и чатик впереди. Давайте сделаем 210. Назару IT говорит, сегодня только вот читать. Так. Сегодня только читать, кому лор не интересен, стримчик, простите, но не для вас. Никаких кооперативных вещей, никаких боевок, ничего не будет. Будет только чтение лора. Все. Риви, спасибо. Я начинаю. Начнем мы сверху вниз будем читать то, что у нас уже есть. Вот, я так понимаю, вот эта вот галочка означает, что мы собрали все. Давай, всего доброго. Ну что, так, у меня тут мысля появилась для стримов. Уже сколько раз размечаю, что стрим прогрузился, 10 секунд пропускается. Неплохо было бы за минутку ожидания с музыкой сделать. Я думал об этом, но... Короче, я не хочу, чтобы люди, те, допустим, кто смотрит в записи, а их большинство, они сидели и ждали вот это, чтобы у них экран, чтобы серия началась и началась. Я могу, если вам это важно, я могу, и мы можем это потом обсудить. Ладно, давайте начнем.
Ой, простите, я вас ударил опять. Башня Манштата, том 1 и единственный. В эпоху аристократов над верхней площадью Манштата возвышалась высокая башня, построенная для почитания Архонта Ветра Барбатоса, но на самом деле это была яркая демонстрация богатства и власти королевской семьи, чтобы позлорадствовать над простолюдинами. Крестьяне, жившие в те времена, могли найти утешение лишь в луде Гарпастум. Я уже что-то такое слышал. На один из таких фестивалей из дальних земель приехала некая странствующая певица по имени Инесса. Мы как будто бы читали это, нет? Было вот это, мы же прочитали про Инессу, про Луди Гарпастум. Я что-то не понимаю, или, может быть, я не нажал тогда на него? И ее невероятная красота привлекала всех на фестивале. Вне зависимости от статуса и возраста, люди соперничали за то, чтобы взглянуть на нее, бросающую меч, или услышать, как она поет иностранные баллады. Благословение Барбатоса для всех. Грех — это лишь если вы будете грустить в такой радостный день. Мы это читали, чат. Всем привет. Так с тобой не поиграли в Форт. Не поиграли. Я это читать не буду, потому что мы это читали на прошлом стриме. И, может быть, я не нажал вот сюда, поэтому вот эта надпись новая не пропала. Легенда о Венессе мы прочитали. Сборник хиличуэллских песен мы читали, плакали всем чатом. Хроника заоблачного предела. Ё-моё, 6 томов. И они у нас все есть. Том 1. Каменные звери. На землях Лиюэ до сих пор сохранилось множество статуй, и многие возведены местными, чтобы возносить молитвы о хорошем урожае и крепости скал. Но есть и другие статуи, истории о которых восходят к древности. Эти легенды передаются из уст в уста среди рыболовов с реки Бишуй, собирателей серебрянки, с тростниковых островов и старых горняков. Говорят, в отдельных уголках Лиюэ прохладными осенними ночами просыпаются древние каменные создания. Они смотрят на этот мир, постепенно ставший для них чужим, слушают приветственные кваканье лягушки и жужжание насекомых. И тогда из каменных глоток вырывается скорбный рев. А потом они... Ко мне Кысыч пришел. Здравствуйте, Кысыч. Кысыч, тебе от чатика по-любому мау. Вам тоже мау. Так, ладно. Кысыч, не мешайся. Не кусай меня только. Ты теперь будешь мне мешать. Девственницы говорят, ночами каменные... А потом они Нет, стоп. Лягушек, рычание насекомых. И тогда из каменных глоток вырывается скорбный рев. А потом они расходятся Спасибо. По землям Лиюэ, осматривают те земли, что некогда охраняли от зла. Никто никогда не видел своими глазами этих каменных зверей и их путешествия по земле. Но местные жители, прекрасно знакомые с местностью, давно привыкли к тому, что местоположение и позы каменных зверей каждый день меняются, и те путешественники, что плохо спят в своих лагерях, часто слышат звуки, подобные шуму бегущей воды, но более низкие и гармоничные. Итак, откуда же появились эти древние каменные звери? По легендам стариков из деревни Цинце, это те мистические создания, что некогда последовали за властелином камня на войну. После окончания войны архонтов вода отступила, и на землю Лиюэ вернулся мир. Мистическим созданиям больше не было нужды охранять смертных, так как они делали во время войны архонтов, и они одним за другим, да, уйди, серьезно, разошлись по уединенным уголкам мира. А можно найти эти статуи, или это просто байки? И предались смиренной жизни, далекой от суеты мира отшельников.
Однако некоторые мистические создания продолжали тосковать по былым временам, когда они следовали за Геоархонтом, по тому времени, когда они охраняли Лиуэ. Хотя мистические создания не принадлежат этому миру, они, тем не менее, смертные. Серьезно? Поэтому они обратились к властелину камню, чтобы он превратил их смертные тела в нерушимый камень. И милостливый Геоархонт внял их молитвам и сделал их подобными скалам. Серьезно? Том 2. Дворец морского божества. Так, что происходит? Ривички, удачки. Что такое? Куда Риви? Мне надо идти на удачки пока. Риви, давай пока-пока. Я так понимаю, она уже ушла. Косычу Боб. Да, я обязательно передам. Дворец морского божества. Пришел день свободы. Грозный бог моря гордо восседал на колеснице раковине, держа в руках поводья двух морских чудовищ. Стоя перед величественной колесницей, эти двое были подобны непоколебимым горам Тяньхэн. Бог моря принял жемчужины, преподнесенные ему в дар старейшинами, и после хрупкая невеста поднялась к нему на колесницу. Древняя же получила его свадебный подарок Деревня же получила его свадебный подарок невесты целый год, свободный от штормов и морских волнений. Нормально у тебя. Вот как надо женщин искать. Бог моря забрал свою невесту Невесту что? Забрал свою невесту, глубоко в морские пучины, простите. Надо сначала до конца дочитать, а потом уже представлять. А то свою невесту глубоко, а потом думаешь, чего? Дальше, подальше от празднующих толп и от ее одинокой матери, пройдя через длинную галерею, образованную гигантским скелетом давно почившего кита, а затем через украшенные жемчугом и перламутром двери, девушка вступила в покой бога моря. Изначально я не собирался вмешиваться в суету смертных, успокоил молодую жену бог моря, и голос его был подобен ряби на воде. Здесь многие девушки обрели новый дом и место, Здесь же они прожили до самой своей смерти. Косыч! Прекрати! Извините. А я заболела. А ты получишь, выздоравливай. Привет! С наступающим праздником. Каким? 23. Спасибо, Сёмга, привет. Шалун Тенра. Когда я был шалуном? Даже в книжках такое, я сам в шоке. Как в книжках могут такое писать? Ужас, ужас. Божечки-кошечки. Здесь многие... Здесь же они прожили до самой своей смерти. Для них, изгнанных своими же односельчанами, море стало убежищем, где сны о прежней жизни больше не преследовали их, простите. Но девушке не нужен был украшенный раковинами и жемчугом новый дом, а мерцающие глубины моря и скрывающиеся в них твари внушали ей ужас. Чем дольше жила девушка в своих морских покоях, где не было закатов и рассветов, тем сильнее страдала она от тоски по родным краям. Однажды бог моря узнал о чувствах девушки. Он был разочарован ее выбором, но все же позволил ей самой принять решение. Однажды, вкусив жизни в полном... Кысыч! Я не знаю, мне надо... Меня тебе привязать или что? Прекрати. Однажды, вкусив жизни в полном несовершенств человеческом мире, ты пожалеешь о сделанном выборе. Бог моря достал из-за пояса витую раковину и подарил девушке. Однажды ты подуешь в эту раковину, и в тот же миг сможешь перенестись сюда. Девушка взяла раковину и вернулась на землю. Прошли годы, и она стала матерью. За хлопотами мирной жизни морской замок стал казаться лишь далекой детской мечтой, и лишь изредка вспоминала она мерцающие огни морских глубин и причудливых водных чудовищ. И так шли годы, пока не наступил вновь день свадьбы, когда старейшины во главе людской процессии пришли в ее дом. И только тогда, когда они забрали ее дочь, женщина поняла, о чем предупреждал ее в свое время бог моря.
И тогда накануне свадьбы мать подула в ракушку, бог моря будто возник из морской пены, и гигантская волна накрыла деревню и забрала в необъятные морские пучины спящих людей и старейшин. Огромные морские чудовища явились, запряженные в сверкающую колесницу раковину, и словно скала замерла перед матерью. И так, когда-то в юности мать, взяв дочь за руку, взобралась на колесницу бога моря, и они покинули деревню, погребенную под толщами морской воды. Том 3. Уван. Так, что у нас происходит? Садись 5 в них. Кыс пошел. Да блин, Кысыч засранец. Он перед стримом накосячил жутко. Какой поиграться? Алло. Так, ля-ля-ля. Все, здрасте, пончик. Ну что, том 3, Уван. Среди горных вершин и... Вы слышите? Кысыч, прекрати, пожалуйста. Среди горных вершин и глухих мест на севере от гор Цинце есть откос, названный склон Уван. Это место окутано темной энергией, а потому порождает много слухов и легенд. Жители Лиуэ говорят, будто бродят среди лесов склона Уван духи умерших людей. Мы же были там! Мы там были! И кружат они подле древних заброшенных деревень, да блуждают меж сухих древ и увядающей листвы, не в силах отойти от вещей, что при жизни и манили их. Эти неуловимые призраки уводят случайных людей с их пути и толкают на опасные горные тропы, чтобы там те сорвались в горный поток и стали добычей затаившихся чудовищ. Зачем? Отсюда и пошло название Уван. Слово Уван означает благоразумие, а склон Уван — это склон, где благоразумие становится наказуемо. Не очень понял. В смысле? Благоразумие становится наоборот же? Даже те путешественники, что избегают неразумных и импульсивных действий, обречены быть схвачены злом, которое словно тонкое покрывало тумана стелится над горами. Невинные жители гор и... Что? Невежественные путешественники рано или поздно поддаются обману призраков, углубляясь во мрачные леса, укрытые горным туманом, шагают навстречу неизвестной опасности. Способы, к которым прибегает нечисть склона Уван, чтобы сбивать с пути смертных, разнообразны. Они могут олицетворять утраченные мысли или горькие сожаления. Да уйди! На меня Кысыч запрыгнул. Дурак, блин! Горькие сожаления и с помощью голосов умерших, образов доброты ушедших и раскаяния отвергнутых заставлять путешественников, идущих через горы, подчиняться их зову, последовать за ними, уйти. Я не знаю, что мне с котом делать. Он специально, он до стрима вел себя просто как прилежный засранец немножко, но прилежный. Сейчас начался стрим, он начал носиться как собака по всей квартире. Среди детей из деревни Цинце ходит такая легенда. Песнь далекого морского чудовища. Можешь, пожалуйста, успокоиться? Помурчи. Не хочется мурчать. Засранец. Уйди. Кысыч, серьезно. Дай спокойно. 2 часа, подожди. 2 часа. Среди детей из деревни Цинце ходит такая легенда. Песнь далекого морского чудовища увела за собой молодых людей. Они последовали за иллюзорными обещаниями и детскими мечтами. Один за другим вступили в спокойные воды реки Бишуй. Ее волны понесли их к далекому морю, где они слились с кипящей морской пеной и утратили всякие воспоминания о своих лесах и деревнях, а мечты их стали песней чудовища. Так поколение за поколением молодые люди уходили, старики со склона Уван один за другим умирали, и молчаливые проклятые деревни растворились в
нестерпимом сиянии огромной гавани, на которую устремил свой взор властелин камня. Но в отличие от изменчивых и короткоживущих смертных, вечные артерии земли помнят все. Потоки элементов превратились в духов, что явили собой мечты и кошмары некогда живших здесь людей. Как потерявшая ребенка мать, все ищущая способ вернуть давно мертвое прошлое. Прекрати. Сейчас, секунду. Все, сиди здесь. Ну что? Так. Где мы остановились? Поток элементов превратить в духов. Вот. Давайте вот отсюда. Потоки элементов превратились в духов, что явили собой мечты и кошмары некогда живших здесь людей. Как потерявшая ребенка мать, все ищущая способ вернуть давно мертвое прошлое. Не имеющие сознания артерии земли не раз восстанавливали тени ушедших жителей. Повторяли крик каждого младенца, стон каждого старика, все радости и горести прошлого. Они, подобно песне морского чудовища, непроизвольно манили каждую вторгающуюся сюда душу, что плачет по-былому. Так, что происходит? Все нормально? Все нормально. У вас тут разговор о своем о женском. Я понял. Так, а может быть... Секунду. А не получится. Жаль. Ладно. Может быть, я сейчас боюсь все сломать. Давайте я выключу топ лайков. И давайте в ТикТоке. Я вот это сейчас копирую. Сделаем вот так. Дубликат. Мы вот это вот. Сейчас, секунду. Сейчас все будет. Вот так. Чтобы ТикТоку тоже было нормально по поводу чатика. Мы сделаем вот так. Вот. Том 4. Горные феи. Среди горных лесов Лiyue скитается множество посвященных самим себе феи. Эти свечащиеся существа вечно парят в туманных... вот их мы видели. Я думал, это души, а это феи. Существа вечно парят в туманах горных лесов и среди развалин древних городов. Бесцельно скитаются среди давно заброшенных и сгнивших деревень. Они указывают путь тем путешественникам, кому дарован глаз Бога, и ведут их к скрытым сокровищам или исполненным с ювелирной точностью древним механизмом. Жители Liyue говорят, что встретить этих маленьких бессловесных созданий – хорошая примета. Но ведь это духи, остающиеся после смерти адептов или подобных добрых архонтов? Серьезно? Я думал, это просто души, а это прям феи, чьи имена давно забыты. Некоторые считают, что феи на самом деле являются эхом душ людей. Вот! Потерявших родных и оставшихся в горах. Они помогают одиноким путникам найти обратную дорогу. В деревнях Liyue из уст в уста передают древнюю легенду. Говорят, блуждающие в горах феи некогда были существами еще более древними, чем адепты, и обладали изящными телами и великой мудростью. Они бродили по горным лесам и гуляли по... гуляли по залам древних городов задолго до времен, когда Властелин Камня и другие архонты вступили в войну с друг другом.
В незапамятные времена одна фея дружила с путешественником, пришедшим из иных мест, и в лунном дворце перед ликами 3 сестер они принесли клятву, что связала их судьба. Но через 30 дней развязалась катастрофа, и фея с ее возлюбленным бежали по раскалывающимся землям этого мира. Пока катастрофа не настигла их, они были жестоко наказаны и разлучены навеки, и даже воспоминания их друг о друге были рассеяны в прах. Лишенная истинной любви фея и ее сестры день ото дня угасали, и даже их прекрасные тела рассыпались. Они разошлись по горным лесам и руинам и превратились в крохотных существ, которых мог легко рассеять ветер. Они многое забыли, многое потеряли, утратили свои голоса и мудрость, и все, что у них осталось, это полные скорби песни. Мы не слышали, а можно послушать? Именно поэтому хранящиеся искренние чувства к давно потерянным возлюбленным ведут задержавшихся путников среди лесов и туманов, находя давно заброшенные места, дорогие их душам предметы или поддающиеся расшифровке стихи, феи вспоминают давно утраченные истории. Конечно, это лишь Уйди. Так. Конечно, это лишь разрозненные причудливые слухи, фантазии жителей деревень Лиюэ о временах до прихода Властелина Камня, не представляющие никакой ценности. Но почему же тогда среди гор и ручьев скитаются эти скорбящие феи? Никто до сих пор толком не знает, и у каждого свое мнение на этот счет. Так, том 5. Сейчас я сразу все протыкаю. Целинь. Слышишь, прекрати. Среди гор... Вы слышите эти тыгдыки, да? Среди гор и деревень Лиюэ ходит легенда, что Целинь — это очень уважаемый и милосердный божественный зверь. Целини часто бродят среди гор и лесов и появляются тогда, когда дождь и сияние звезд сплетаются вместе глубокой ночью. А вкушают они лишь чистую, сладкую росу и горькие пряные слезы. Ой, травы. Я не знаю, где я взял слезы. Горькие пряные травы, а не слезы. Целинь — это ласковый и нежный божественный зверь. Изящество и благородство у него в крови. Говорят, Целинь никогда не навредит живому, пусть даже это будет лишь букашка, ползущая по травинке. Еще говорят, что каждая привычка, каждое движение Целиня соответствует изящным правилам древнего этикета и не меняется в течение многих тысяч лет. После окончания эпохи опустошительных войн архонтов многие адепты не смогли привыкнуть к шуму и горному простых смертных. Гомону, к шуму и гомону. Не знаю, что значит гомону. Гомону простых смертных. Поэтому, согласно плану Властелина Камня, они удалились в бамбуковые рощи и горные цепи, чтобы жить там в уединении. С тех пор они никогда не вмешивались в дела мира смертных, а забавляются среди гор и рек, и каждый безмятежно счастлив. Но есть и множество божественных зверей, которые за многие века тесного сотрудничества со смертными успели привязаться к ним, а потому решили остаться в человеческом мире. Пронизанном мыслью и волей Властелина Камня. На самом деле здесь Джун Ли так восхваляется, как будто он не просто адепт, а он прям бог, ну прям вот бог-бог, чтобы своей добротой и чудесными силами помогать городу смертных. Они или скрываются в горных селениях, или обитают в пышноцветущих торговых кварталах и живут с людьми в тесной связи. Так, гомону. Громкий, шумный, множество голосов, звуков. Гомону.
Понял. Все, спасибо. Гомону. Громкий шум, множество голосов, звуков. Гомон. Понимаете, чатик? Учим русский язык. Что ты там жрешь? Ну давай начни еще жрать провода. По легенде, несколько тысяч лет... Спасибо за подарочек. По легенде, несколько тысяч лет назад в роду изящных целиней уже была та, кто породнилась с выходцем из народа грубых невежественных смертных. Говорят, несколько тысяч лет назад в дикую эпоху люди использовали цветы и листья лотоса и лавра вместо одежд. О май. Однажды ночью один собиратель трав совершал омовение в неком горном озере, и как вдруг его разложенную на берегу одежду съел целинь. Еще молодой божественный зверь совершенно не понимал стыда и соблазнов смертных. К тому же, в смысле, он его... Так, фурилюбы, руки на стол. К тому же не совсем понимал способ, которым божественные звери приходят в мир смертных. Ну понятно. Чтобы извиниться за свой грубый поступок, и чтобы не напугать смертного сверхъестественным видом адепта, Целинь принял обличие человеческой девушки. Ну да. И, дождавшись, когда свет полной луны осветит озеро, она явилась перед собирателем трав. Ну понятно. Юная Целинь совершенно не понимала стыда и соблазна смертных. Под холодным светом луны в сонме. Так, можно, пожалуйста, Википедию мне? Где? Вот. В сонме сполохов, не понимаю, лесных светлячков и облачений из росы и лунного света. Нормально. Одежда из росы — это норма, одобряю. Она играла с невежественным смертным, бродила среди цветов и бамбуковых зарослей, знакомила его с обителями адептов, переводила ему слова птиц и животных, а потом они спали под тихий звон ночных насекомых и вместе видели далекие древние сны. К тому времени, когда собиратель трав проснулся от скользнувшего по его лицу первого луча солнца, божественный зверь уже бесследно исчезла. Так, в сонме в большом количестве. Серьезно? Множество? Сомн. Собрание множества. Окей. Сейчас запоминаем. Сомн. Собрание множества. Так. У этой истории несколько концовок. Одни говорят, будто однажды ночью Целинь пришла к дому собирателя трав и принесла бамбуковую корзину к его порогу, а потом исчезла в сплетении лунного света и ночной дымки. Когда собиратель трав вышел из дома, он обнаружил лишь бамбуковую корзину, в которой сладко спал ребенок. Ты что, кукушка? Алло! Сделала ребенка, отдала и свалила. Опять по мужикам пошла. Это что за божество? Алло. Другие говорят, что Целинь провела со смертным всю жизнь, родила детей, привыкла к людскому быту. Вот это да. А то... Алло. Много тысяч лет спустя уже невозможно сказать, где правда, но изящные Целини и по сей день живут вместе с людьми Лiyue. Я понял. Фурилюбы, руки на стол. Скрываются в шумном людском море, ожидая часа, когда властелин камня вновь призовет их. Том 6. Дуньюй. Так. Та еще шалунишка. Окей. Дуньюй. На северо-западе от гавани Liyue, в ущелье, что южнее южных небесных врат, молча высятся древние полуразрушенные стены. Это место жители Liyue привыкли называть гробница Дуньюй. Говорят, эти руины существовали еще до войны архонтов. По легендам, что передаются из уст в уста, слово Дуньюй означает место, где укрыт прекрасный нефрит. Пойдемте туда. Может быть, там нефрит есть? Может, это подсказка?
Может, там реально много нефрита? А может быть, мы там даже были? В незапамятные времена, когда даже властелин камня был еще юн, в пустоши, что к западу от Лиюэ, упал метеорит. От его удара в земле появилась глубокая бездна, и в ней стали расти прекрасные нефриты и благородные металлы. Богатства этой жилы были нескончаемы, поэтому... А мы что-то такое слышали. Поэтому горнорудная промышленность Лиюэ, благодаря ей развилась еще многие тысячи лет назад. Говорят, когда тот безымянный метеорит рухнул на землю, его осколок откололся и упал среди скал в северной части предместья Лиша. Все знают, что молчаливые металлы скрывают в себе божественную силу и дух. В далекой древности, которую люди не видели и которую не могут осознать, эти металлы следили за пульсацией артерий Земли, слушали эхо горных источников, внимали скалам, стойко и неизменно следящими за миром. Но метеорит, упавший с небес, был не таким. Он, в отличие от простых и непоколебимых земных камней, обладал высокомерием и горячностью. Это слово... собака кусил меня! Кысыч, прекрати. Позже земные архонты и государи вступили в войну за небесный трон, и звездное небо и бездна утратили свои цвета, а зло и страдания стали душить горы и водные потоки. Небесный метеорит не вынес этого и не вняв уговором разлома, убежал обратно на небо. Так, это уже что-то какая-то бредятина. После того, как прекрасный нефрит вернулся на небо, остался только глубокий провал. Люди построили там город и прочную крепость, чтобы удержать и защищать то, что осталось от метеорита. А это не про разлом случайно говорят? Спасибо. Та твердыня величественно возвышалась в ущелье Дуньюнь, и трудности и волнения многих тысяч лет ее не сломили. 500 лет назад она еще поддерживала контакты с бурно цветущим Лиюэ, но черная беда поднялась из бездны, и жители Дуньюнь запечатали древний город, покинули родные места и рассеялись по земле. Никто не знал, почему же эти люди закрыли свой родной город, и даже адепты и яксы. Яксы — это кто? Я не помню таких. Видевшие тысячи лет хаоса ничего не рассказали. После этого закрытый город превратился в огромную пустую гробницу, в которой остались лишь никому не нужные озера да свист ветра. Поэтому жители Лиюэ назвали это место гробница Дуньюнь. Окей, значит не то. Как раз про разлом. Подожди, разлом и гробница Дуньюнь — это одно и то же? Яксы. Группа адептов Лиюэ, которые занимаются уничтожением злых духов. Мы что-то такое слышали. Пораженных из убитых архонтов на войне. Капец. Так, ну что, завершили хронику заоблачного предела. У нас есть записи бродяги. Том 1. Прилив. Под ярким светом луны медленно набирают силу морские песни. Некогда в Лиюэ жил человек, управляющий огромным боевым кораблем и охотившийся на морских животных. В народе его звали Капитан. Капитаны украшали свои корабли костями убитых морских животных, чтобы доказать свою храбрость, но в переливчатых морских песнях моряков, тем не менее, редко встречаются темы охоты на морских животных. Так было вовсе не потому, что капитаны не желали славы и не спешили хвалиться подвигами. Дело в том, что в эпоху неспокойных морей считалось, что слова о крови в песне приносят несчастье. Итак, этот капитан с двуручным мечом легко обходил морские рифы и скрытые течения, бурлившие на просторах океана. Он не боялся ни воя штормов, ни рева морских чудовищ. Темные глубины безжалостного океана были для него бескрайними охотничьими угодьями.
и сеющие страх и хаос морские животные часто оказывались на борту корабля в качестве его трофеев. Но Дикий, как волна-капитан, кажется, никогда не понимал переживаний обычных людей. Его жизнь стояла лишь из долгих поисков и охоты, и запахов сырой рыбы и соленого бриза. Блин, рыбку захотелось. Я не люблю рыбу, я уже об этом говорил, но я иногда покупаю бирка, как янтарная с перцем, просто вот которая к пиву идет, я просто ее закупаю, иногда могу взять пепси и есть ее с пепси. Вот такую рыбу я ем. И вот что-то захотелось. Поисков охоты признано так. Моряки боялись и любили его, и часто беспокоились из-за странных идей, оплетавших его, как морская трава. Он ее не сушил случайно? И так его корабль в вечном холодном молчании упрямо шел вперед, в далекие просторы жестокого океана. Лишь та вечно возвышающаяся над носом корабля девушка могла немного растопить лед в глазах капитана. Эта девушка, затерянная в шуме волн, была его путеводной звездой. Она пела песни вместе с капитанами, направляла рассекающий ветер и волны корабль к водам, где нашли пристанище морские монстры. Девушка, которая вела корабль в песнях своих, молилась морю, возносила хвалу каждому ветерку и каждой волне. Внемли со мною песню китов, да отзвуку шороха волн, когда волны и ветры будут попутны, отправляйся в глубины вод, помолись ушедшей богине, той, кому я служу, бей поклон. Да что ж такое? Я сплету из течений карту, укажу остров рифов обход, чтобы те, кто тебе верил души, вновь вернулись в родимый дом. Песня стихала, и капитан радостно приказал отплывать. Огромный корабль медленно выходил из гавани, рассекая сверкающие в лучах рассвета волны. Итак, как и раньше, эти слова были началом истории о скитающемся в море капитане. Том 2. Волны. Вот так вот. Хоп. Волны. Следуй со мной в сердце бури, слушай моря тягучий напев. Когда волны и ветры попутны, отправляйся за штормом вслед. Слышу шепот усопшего бога, что потомкам желает побед. Пусть пойдут сквозь шторма и бури они, пусть станцуют со смертью вальс, дрогнет в ужасе тварь из темных глубин, когда в сердце вонзится сталь. И даже когда обрушили шторма такой силы, что неясно было, где небо, а где море, рев ветра не мог заглушить вечную морскую песню. Голос девушки звучал в унисон с волнами, указывая капитану опасные скрытые течения, ведя его сквозь шторм к месту, где подводная жизнь била ключом. Они обходили водовороты, лавировали между молниями и ураганами, и, наконец, огромный корабль ворвался в далекие воды, где свирепствовали морские чудовища. На фоне сверкающих молний капитан вскинул двуручный меч, и не было в его душе ни капли страха. Проследив за взором капитана, моряки увидели в сгущающихся тучах тень, столь черную, что даже сияние молнии не могло его осветить. То была туша морского чудовища, огромная, как те далекие горы. Вот из огромного водоворота вынурнул жуткий силуэт, по размеру подобный горному хребту, и то чудовище, чьи кости украшали корабль, по сравнению с этим было лишь детенышем. Огромная туша морского дьявола, возвышающаяся над морем, как стена, внушала людям ужас и безумные мысли. По приказу капитана корабль непрерывно давал по чудовищу залпы из бортовых баллист и крепкие, как камень, снаряды, зазубренные гарпуны из черного железа вонзались в тело чудовища, оставляя страшные раны. Свирепый морской зверь ревел от боли, и красные от крови волны, которые он поднимал
остервенело бились о борта корабля. Чудовище могло в любой момент опрокинуть корабль, и палуба была сырой и скользкой от захлестывающих ее алых валов. Моряки погружаясь в... Что? Вонючую воду. Я думал, я неправильно прочитал. Погружаясь в вонючую воду, проклинали архонтов всех элементов. Они продолжали вести бессмысленный огонь. Ни острые гарпуны, ни каменные снаряды не могли сразить монстра. Хладнокровный капитан никогда не боялся соперников, посылаемых ему судьбой, и девушка на носу корабля громко отвечала песней на рев чудовища. Когда обходила монстра по окружающему его течению, презрев удары острых зубов и ядовитых когтей, корабль продолжал вести обстрел каменными снарядами, гарпунами и стрелами. Гнев и ужас уже въелись в кожу людей. Огромный монстр был весь изранен и взмахивал когтями из последних сил. Корабль капитана тоже не мог продолжать бой. Половина его мачт была сломана, половина баллист больше не могла вести огонь, половина команды стала ужином монстра, и даже огромный двуручный меч, гордость капитана, был переломлен пополам. Чудовище понимало, что соперник уже не так страшен. Оно вынырнуло на поверхность и раскрыло ужасающую усажденную зубами пасть, надеясь заглотить обездвиженный корабль целиком. Том 3. Отлив. Когда черные тучи затянули лик луны, морская песнь смолкла. Шторм постепенно стих. Разбитый корабль медленно погружался в пучину вод. Монстр широко открыл спиралевидную пасть и издал стон, подобный раскату грома. Монстр был доволен. Он широко распахнул глаза, чтобы в последний раз взглянуть на самонадеянного противника. Хрупкий глаз чудовища воззрился на смертельно раненого капитана. Капитан увидел подходящий шанс, а монстр в его маленьких человеческих глазах еще увидел душу еще более темную, чем морское дно. Последняя вспышка молнии расчертила небеса, и нос огромного корабля переломился пополам, и в кривых зубах монстра. Он остался там, как причудливый осколок, и скрип киля заглушил рев волны. И затем все накрыла непроглядная тьма, и только разъяренный рев сотряс черную гладь воды. Капитан схватил обломок меча и вонзил его глубоко в глаз монстра. Снова и снова он вгонял клинок в огромное око, и ядовитая кровь покрыла его с ног до головы, пока сломанные лезвия клинка не сломались еще раз и в лопнувшем глазном яблоке монстра. В то же время острые когти вонзались в капитана, а он даже, встретившись лицом к лицу со своей судьбой, не переставал биться кулаками, зубами, ногтями. И вот, когда чудовище было готово растерзать его острыми когтями, пропитанный запахом соли и рыбы ветер принес отголоски хорошо знакомой капитану песни. Чудовище помедлило. «Спой со мной, милый друг, эту песню. Она будет последней для нас. Когда волны и море будут попутны, мы скажем друг другу прощай. Я исчезну, отправлюсь к истокам, как услышу богини глаз. Хранит память о нас в своем сердце, мою песнь порой вспоминай. И однажды мы встретимся снова, ты найдешь меня в бездне или сне. Тогда, если ты сам, друг мой милый, не утонешь в море в глубине». Щупальца монстра, развиваясь, поднялись над головой, будто трон, и на этом троне возлежала поющая... Что? Прекрати. Поющая девушка. Острые когти вонзились в кожу, щупальца связали запястье, платье ее разорвалось над морской... Тентакли девушки одобряю, в смысле осуждаю. Где я аж потерялся, где я остановился. Острые когти празднили кожу, щупальца связали запястье. Платье ее
развивалась над морской водой. Она по-прежнему обращалась к капитану, пела прощальную песню. И после чудовище осторожно, обвив ее щупальцами, утянуло девушку в черные, как смоль, морские глубину. В эпоху, когда кипучие океаны несли лишь погибель, жизнь морских скитальцев была особенно коротка. Капитан, очнувшийся на борту незнакомого торгового корабля, он потерял свой корабль и всю команду. В память ему остались лишь раны и разбитые мечты, эхом морских песен, травившие душу. Когда волны и ветры будут попутны, я выйду в море и отомщу за нее и за погибших в волнах людей. Да. Всем пока, лучше посплю. Давай, Ли, спокойной ночи, поправляйся обязательно. Так, про тентакли прочитали. Ночь в бамбуковом лесу, том 1 из 4. За шуршащими изумрудно-зелеными стенами бамбука, там, где лягушачье кваканье сливается с пением цикад, в сырых горных расщелинах скрыто место, где бамбуковая роща медленно увядает. В деревне Цинцы ходят легенды о чудовищах и лисах-оборотнях, обитающих в бамбуковых лесах. Простите. После дождя в бамбуковом лесу звучит песня падающих с листьев капель. Мальчик быстро шел по лесной тропинке, изгибающейся то влево, то вправо, поднимающейся вверх по влажным утесам и вновь спускающимся к покрытыми мхами брусчаткой дороге. Побеги мшистого горошка цеплялись за ноги мальчика, а листья скользили по коже. Пройдя через бамбуковые рощи деревни Цинцы, мимо укромных щелей между скалами, мальчик вышел к границе высохшей земли и присел отдохнуть. Старшие в деревне говорят, что в сезон проливных дождей лисицы вступают в браки. Только ребенок может увидеть красный планкин невесты. Красный планкин невесты лисы и сопровождающего его. Услышать громкую музыку, под которой двигается процессия среди оживленных бамбуковых рощ. Старшие говорят, что детям нельзя подходить к процессии. Тут пробел забыли. Если подойдешь слишком близко, то лисица заберет твою душу. Так говорят старшие. А если заберут душу, то что будет? Если лисица заберет душу, то ты никогда не сможешь ее вернуть. Сделает лисица тебя зурной. Сделает тебя лисица зурной. Так, Википедия, что такое зурный? Сделает кимвалом. Что такое кимвалом? Да ударит, да сыграет. И не будет тебе покоя. Рассказывая это, старшие не забывали делать вид, что бьют в гонги и барабаны, чтобы напугать молодежь. Когда мальчик немного подрос, он перестал верить в эти страшные истории. Он, ведомый скитающимися феями, прошел через изумрудно-зеленый лабиринт. По дороге он вдруг услышал, как лиса несколько раз ударила в барабан. Эти скрывающиеся глубоко в бамбуковых рощах существа почти никогда не воплощались перед случайными путниками, и уж тем более так не поступала их пестрая свита. Мальчик почувствовал разочарование, откинул камешек носком ботинка и продолжил свой путь в глубины бамбуковой рощи по природным каменным ступенькам. Старшие когда-то рассказывали, что на месте, где выросла роща, раньше было древнее государство, покоренное силой Геархонта. Но как выглядел Геархонт? Были ли у него руки и ноги? Выглядел ли он как человек? А может он выглядел как те статуи каменных людей и зверей, что разбросаны по всему побережью? Торговцы травами, которые периодически ездили в город продавать растения, каждый год приносили новости о церемонии сошествия, рассказывали о великом зрелище ежегодного рождения Геархонта.
ежегодного рождения Геархонта. Не понял. В смысле день рождения. Но любопытные дети всегда надеялись, что сами смогут увидеть великого Архонта, которому из поколения в поколение поклоняются жители деревни. Так, привет. Паланкин — это что-то типа карты, которые несут люди. Может быть, плаката. Паланкин я слышал. Зурназурный представляет собой деревянную трубку и несколькими отверстиями, одно из которых находится на противоположную. Непонятно. Ладно, так. Вечное существование деревни Цинце — это милость Геархонта. Мирная жизнь до глубокой старости — это тоже его предназначение. Ответ этот лежал за пределами деревни, в той медленно дряхляющей среди гор и отрезанной от мира бамбуковой рощи. Мальчик, ведомый вопросами и надеждами, заблудился среди дробящих, свет бамбуковых листьев. Том 2. В изумрудно-зеленом бамбуковом лесу заблудившийся мальчик встретился с тем, с кем встречи не ожидал. «Ты заблудился?» До мальчика донесся нежный голос, но слова звучали насмешливо. Мальчик обернулся и увидел стройную девушку в белых одеждах. Она стояла на берегу бурлящего родника, и дождевой плащ на его плечах сверкал перламутром. Золотого цвета глаза ловили отблеск заходящего солнца. Старшие говорили, что некогда из родника выскочила белая лошадь, которая превратилась в адепта и помогла властелину камня в войне. Но никто никогда не говорил, где находится тот родник и почему оттуда выскочил изящный божественный зверь. Более того, девушка, что стояла перед мальчиком, спасибо за подарочек, была не похожа на адепта ничем, кроме пленительных золотых глаз. К тому же никто никогда не говорил, что адепты носят плащи от дождя. Вот дурачок. Девушка в белом лукаво рассмеялась, и золотисто-желтые глаза сузились, превратившись в 2 полумесяца. «Сама такая!» — сердливо ответил мальчик. «Она действительно не адепт. Где это видано, чтобы адепты говорили такие обидные слова?» «Я хочу отправиться в приключения, хочу стать моряком и своими глазами увидеть каменное копье властелина камня. И только ты вышел, как тут же заблудился». Девушка тихо подошла к дороге, и в глазах ее застыла холодная усмешка, один вид который злил. «Я не...» «Пойдем, маленький упрямец, я выведу тебя». Девушка рассмеялась и протянула руку. У нее были белые нежные ладони, будто сиявшие в полусумерках бамбуковыми листьями лучах света. «Спасибо». Мальчик взял ее руку. Она была сырая, холодная, как дождь в горах, как смоченный росой бамбук. Солнце постепенно опускалось за горный хребет, и отцветы уходящего светила вспыхивали в голубоватом воздухе? Что значит голубоватый воздух? Старшие из деревни говорили, что холод ночного горного леса часто порождает злых духов. Многие злые духи — это те, кто уже давным-давно умер. Это эссенция ненависти и нежелание смириться со смертью. Опутанный ими бамбук мало-помалу усыхает и умирает, а человек, которым они овладевают, увядает и впадает в забытие. Иногда они могут просить путника сделать невозможное, а потом заставляют его самого себя загнать в ловушку. А иногда они могут указать невинному путнику дорогу, а потом завести его в свое логово. Поэтому, сорванцы, будьте внимательны, выходя из дома. Говоря это, старшие назидательно похлопывали его по голове. Спасибо за подарочек.
Если вспоминать об этом, то можно задуматься, уж не злой ли она дух, но на сердце у мальчика стало неспокойно, и он невольно замедлился. В чем дело? Девушка обернулась, ее глаза сверкнули золотом в ночной темноте. Том 3. Так, прекратите донатить, я сейчас всех забаню. Так, где уведомления? Короче, не донатьте, я не буду выключать уведомления, просто не донатьте. В бамбуковых рощах деревни Цинце ночь наступает быстро. Если смотреть вверх из бамбуковой рощи, то можно увидеть, как серебристый свет луны пересекают острые тени бамбуковых стеблей. Лягушачье кваканье постепенно смолкает, на смену ему приходит пение невидимых цикад. И в укромных местечках, освещенных луной, из земли поднимают головы молодые бамбуковые побеги. В деревне Цинце ходят легенды о чудовищах и лисах-оборотнях, обитающих в бамбуковых лесах. Ночью девушка в белых одеждах рассказала мальчику много историй. Это были древние легенды, но он никогда их не слышал. В далеком прошлом на небе сияло 3 луны. Луны были сестрами, и были они старше, чем Геархонт, а родились раньше, чем был заложен Лиюэ. Подожди, а Лиюэ же тоже было позже Геархонта. Типа он же сделал Лиюэ. Точнее, сделала его подружайка. А луны были дочерьми стихов и песен, повелительницы лунных ночей. Они разъезжали по небу в серебряных крылатых колесницах. Каждая из них правила 1 десятилетие, а после на престоле ее сменяла другая. Такой цикл существовал вплоть до дня катастрофы. У 3 сестер был один возлюбленный, рассветное светило. Они пересекались лишь раз в день и раз в ночь на четверть часа. Одной из сестер удалось пересечься с ним и посетить покои рассветного светила. С первыми лучами рассвета повелительница ночи спешно запрягла свою крылатую колесницу и исчезла. 3 сестры одинаково искренне любили их избранника. Также искренне они любили и друг друга, и это было тем, что предшествовало катастрофе, перевернувшей мир с ног на голову. Потом опрокинулись царские колесницы, разрушились звездные дворцы, сестры на ночном небе рассорились и стали врагами. Ссора их окончилась смертью. Остался лишь один хладный труп, испускающий безжизненное сияние. Девушка подняла голову и взглянула на яркую луну, прятавшуюся в море, волнующимся бамбуковых листьев, все правильно. По длинной шее ее скользнул серебристый свет. Глаза девушки поблескивали золотом. Волчьи стаи, дети луны, они всегда помнили эту трагедию и скорбели. Поэтому всякий раз, когда на небе появляется полная луна, они плачут о судьбе своей хозяйки. И поэтому дети, живущие в волчьей стае, называют рассветное светило. Счастливо уцелевшего возлюбленного луны, скорбящей звездой. Вот как. Мальчик не знал, что сказать. Старшие из деревни никогда не рассказывали ему легенды прошлого. Возможно, даже самый старший житель деревни никогда не слышал о них. Эти легенды были гораздо величественнее, чем сказки о женитьбе лис и пленении людей злыми духами. Они не уступали удивительным историям об усмирении властелином камня злых сил. Еще эти легенды были похожи на несбыточный сон. Это не легенда в той форме, в которой она появилась, а слух, давно забытый людьми. Девушка в белом легонько пригладила волосы мальчика, опустила веки, и золото глаза едва затуманилось. Золото глаз едва затуманилось.
До того, как предки богов соединили землю и небо, архонты ходили по земле, и многие адепты жили здесь. Но еще раньше здесь только искаженные воспоминания, и их обломки приняли форму легенд, а легенды переродились в слухи, передающихся из уст в уста. Это память, что древнее человеческого рода, хотя и есть нечто иное, как пересуды божеств и архонтов, тоже может коснуться струн души. Девушка глубоко вздохнула и заметила, что мальчик давно уже погрузился в сон. В самом деле, она беспомощно усмехнулась и укутала мальчика своим дождевым плащом. Той ночью мальчик видел во сне ночное небо. Спасибо за подарочек. Освещенное 3 лунами, видел крылатые колесницы и звездные дворцы. Том 4. Мальчик проснулся от солнечного света. Бамбуковая роща, окутанная легендами о чудовищах и лисах-оборотнях, окупалась в солнечном свете и окуталась в обрывке утреннего тумана, похожее на развивающийся конский хвост. Девушка потянула мальчика за руку и пошла в сторону залитой светом бамбуковой рощи по извилистым тропам через густые травы, где вьются москиты, по скользкой зеленой брусчатке и скрытым тенями бамбука скала, она вела его к выходу из бамбуковой рощи. «Я до сих пор не знаю, откуда ты и как тебя зовут», — сказал мальчик. Хотел он, чтобы девушка продолжила рассказывать историю прошлой ночи. Девушка обернулась, оказавшись за спиной к солнцу, и ее глаза сверкнули золотом в его лучах. Она лишь рассмеялась и ничего не сказала. Через много лет, когда мальчик давно выросший вспоминает это мгновение, только тогда он поймет, как разница между ними была подобна бездне. Его судьбой было покинуть родные края и отправиться в Лиюэ, в охоте за богатствами, которые мог бы даровать ему Геоархонт. Ей же предначертано ждать вдали от мира и старшего, что любящего взгляда властелина камня, да хранит древние истории, которые даже она стала понемногу забывать. По этому пути мальчика и желтоглазые девушки в белых одеждах разошлись. Он собрал пожитки и отправился в процветающую гавань, а девушка молча стояла на краю бамбуковой рощи, и пленящие золотые глаза будто давно привидели судьбу мальчика, когда он состарится и устанет от волнений, будь то морские волны или припятии людского мира, он вернется в свою мирную, неспешно живущую деревню. На заре мальчик услышит ржание и топот копыт. Он обернется, но позади никого не будет. Лишь на плечо ляжет белый конский хвост. Вот, ночь в бамбуковом лесу. Конец. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Так, Властелин инкогнито. Здравствуйте. Это в интернетах? Это что-то в интернетах, да? Так. Земли Лиюэ на редкость богаты и пышны. Здесь есть сокровища, которые легко находят те опытные люди, что имеют особое чутье на такие вещи. Спасибо за подарочек. Перестаньте донатить, я всех забаню. Первая хозяйка антикварной лавки Сигу, коллекционер Мингуй, была весьма умна. Антикварную лавку Сигу на торговой площади Фэньюй часто посещают эстеты. Днем двери лавки закрыты для посетителей, но когда на небе поднимается луна, лавка начинает работу. Здесь принимают не обычных покупателей, а выдающихся именитых коллекционеров с широким кругозором. Будь то особо точные часы с Фонтейна, сумерский ладан, старый манштатский чайник эпохи аристократов, деревянный табурет, на котором часами восседал адепт,
яшмовая чаша, из которой пил чай властелин камня, или светло-зеленая бутылка из-под вина, которую случайно разбил Анема Архонт из соседней страны. У каждого артефакта было свое место в лавке, и каждому из них оставалось лишь дождаться своего покупателя. Ночью молодой аристократ случайно зашел в лавку и задержался, внимательно изучая предметы старины, расставленные на прилавке. Хозяйка лавки заметила, что на нем был черный халат, строгий и торжественный, как скала. Его глаза были подобны янтарю. Мингуй сразу поняла, что этот молодой аристократ непрост. «Приветствую вас. Если вам что-то приглянулось, не стесняйтесь». Нежный голос хозяйки нарушил ночную тишину. «О, прошу прощения». Молодой аристократ неловко усмехнулся. «Меня интересует только эта прекрасная подделка». Подделка. Ну, в смысле, не подделка, а подделка. Я надеюсь, вы слышите разницу. Тем, на что он обратил внимание, была поврежденная нефритовая пластина. Лунный свет падал на ее целую сторону, освещая нефритовые пятна, рассекаясь по испещрившимся пластину ложбинкам и устремляясь вниз. Там поверхность нефритовой пластины была сильно оцарапана, на краях виднелись сколы, и уже невозможно было разглядеть надписи или рисунок, никогда вырезанные на ее поверхности. Похоже, на долю пластины выпало немало испытаний. Подделка? С чего вы взяли? Мингуй давно привыкла к провокациям посетителей, но такая откровенная насмешка ее задела. Более того, эта антикварная вещь была некогда найдена в разрушенном замке на дне бездны одним искателем приключений, пожертвующим ради нее жизнью. В те годы Мингуй потратила много сил на уговоры и продала половину домашней утвари, чтобы выкупить эту пластину. Если она действительно фальшивка, то Мингуй не только зря потратила средства, но и поставила под удар репутацию антикварной лавки Сигу. И тогда Мингуй про себя решила, что она не только выставит этого злостного посетителя за дверь, но и еще и обязательно заставит его перед этим купить нефритовую пластину. Надеюсь, господин вдумчиво оценил эту вещь. Все знают, что 2500 лет назад Тейват подвергся катастрофе. Архонты развязали войну, которая затронула и территории ныне существующих 7 государств. Хотя тогда, конечно, никаких 7 стран еще не было. Но у людей уже были свои поселения, города и государства. Архонтов, ныне устраивавших утративших имя за время долгого забвения, наши предки некогда помнили и почитали, и даже любили. Поэтому они собирали жемчужные раковины, нефрит с далеких гор, затерянные в травах валуны и кристаллы соли, чтобы из этого создать образ своего божества. Такая нефритовая пластина – это реликвия той эпохи, и создана она племенем, почитавшим Геархонта. Конечно, в то время вашего властелина камня, возможно, звали вовсе не так. В ту эпоху, когда архонты убивали друг друга над головами простых смертных, властелин камня еще не создал валюту 7 стран, называемую Морой. Поэтому то племя использовало для обмена металлы и камни, случайно обнаруженные в земле. Портреты Геархонта воспринимали как гарант стабильности цен. Как видите, разум смертных весьма удивителен. Они еще до Геархонта самостоятельно нашли решение для своих проблем. Молодой аристократ замер, будто обдумывая собственную оценку. Серебристо-белый свет луны струился по его одежде, и фигура его стала казаться меньше. Такая нефритовая пластина – большая редкость, и чаще всего они встречаются в горных ручьях, так как гравировки на них
так как гравировки на них – тонкая ручная работа, каждая пластина неповторима, поэтому на рынках они часто требуют заоблачную цену. И слово «бесценный» здесь отнюдь не преувеличение. Жаль только, что в этом магазине копия, сделанная в новое время, относительно недавно. Возможно, ей столько же лет, сколько вашему отцу. В профессиональной среде это называют безупречным нефритом. Безупречным нефритом? Изъянов на этой реплике, изъянов на этой пластины немного, а сам нефрит слишком яркий, совершенно не похожий на реликвию из далекого прошлого. Добавим к этому выгравированную на пластину фигуру женщины. Такие рисунки редко встречались на других древних пластинах. Молодой аристократ поднял нефритовую пластину и внимательно присмотрелся к ней в свете луны. Хотя в народе ходит много слухов, но версия, что Георхонт превратился в девушку... Что? Джун Ли, прекрати, ты что делал? Какой засранец. Так, хотя в народе ходит много слухов, но версия, что Георхонт превратился в девушку, никогда не была подтверждена историческими источниками, не было и вещественных доказательств. Хотя аристократ был молод, характер у него был как у старого педанта. Обычно посетители не знают об этом. Мингуй едва улыбнулась, как хитрая лиса, провоцируя неопытного охотника. Не хочет ли господин послушать мою историю? Хозяйка лавки сощурила и без того узкие глаза, после чего начала говорить. Том 2. Вот так. В эпоху, когда боги ходили по земле, властелин камня, столь уважаемый нынче в народе, был одним из тех богов. В то время по улицам ходили слухи, что властелин камня, божество, сдержанное и бескорыстное, вел дела он беспристрастно, решения принимал безжалостно, но он был лишен чувств. Где я сбился? Свойственных простым смертных, а потому был подобен вечной холодной скале. Несмотря на это, люди по-прежнему глубоко чтили его и доверяли ему. Все его законы гарантировали честную и справедливую торговлю и безопасную, спокойную жизнь, а сам Георхонт, благодаря этой вере, становился все сильнее, и все больше укреплялось его положение в мире. Но даже у божеств нет достаточно сил, чтобы контролировать веру и сомнения своих смертных последователей. Даже божество, защищающее справедливость, не может упорядочить нормами и правилами то, что в сердце у каждого человека. Некогда в деревне Миньюй жил один нефритовых дел мастер. Он был шутником и циником, и всякий раз, когда ему поручали работу, он делал ее наиболее удивительным способом, а заканчивал всегда в самый последний день. Если клиент закажет портрет охотника, покоряющего дикого зверя, то он, возможно, получит изображение удирающего кабана. Если спросить, почему так, то ответ обычно последует такой. Даже если охотник, покоряющий диких зверей, не покажется им, одна его героическая аура заставит их трепетать. Понял. Если заказ посетителя — это резьба по яшме, яшма? Я такого не помню. Для высокопоставленного господина, то, вероятно, получит прекрасный трон. Если уточнить, от чего ответ будет такой. Высокопоставленный господин не может править больше 100 лет, и он вряд ли переживет свой трон. Поэтому в деревне Миньюй мастер по нефриту прослыл сумасбродом. Но в Лиюэ, где развита, я уже что-то не могу, развита торговля, я сильно сосредотачиваюсь, и текст у меня начинает плыть. Сколько прошло? 1:20. Ладно, я попробую, просто у меня уже буквы съезжают на другие слова, и я не могу нормально это видеть. Я постараюсь.
Так, развитая торговля. Состоятельные покупатели считали это рекламным трюком, и многие хотели заказать у него резьбу по нефриту, еще чтобы послушать разнообразные шутки этого человека. Однажды ночью в мастерскую к мастеру пришла девушка. Она была одета в длинный черный халат, и в свете будто глазурного месяца ее янтарные глаза ярко сверкали. Джун Ли был девушкой! Капец! Раньше мастер не был знаком с ней, но очень быстро обнаружил, что с ней легко общаться. Удивительно, но она, кажется, разбирается в каждой рудной жиле. Реально, деревня Миньюй у всех... Во всех залежах нефрита. Она говорила о чудесах, случающихся в мире, будто то были ее сестры. Говорила о металлах и камнях так, будто рассуждала о своих любимых дочерях. Но она очень редко говорила о человеческой культуре, традициях и смысле общения с людьми. Возможно, она не понимала человеческих дел, возможно, просто не хотела говорить. Но так или иначе, жизнь она вела незаурядную, по крайней мере, так думал мастер. «Я хочу заказать у вас нефритовую пластину с портретом Геархонта». Наконец сказала девушка, когда собралась уже уходить после долгой и веселой беседы. Но это должен быть не тот образ Геархонта, что у тебя в фантазиях. Я хочу, чтобы ты вырезал его портрет, опираясь на то, что увидел своими глазами. Иначе не заплачу ни моры. Звучит так, как будто она перед ним разделась. После этого двое договорились, что работа будет сделана за 3 дня. В первый день мастер только и знал, что ел и пил со своими друзьями. К заказу он даже не притрагивался. На второй день он ушел в горы за нефритом и за целый день не принял ни одного человека. Только на 3-й день мастер закрыл двери мастерской и начал гранить и полировать нефрит с рассвета до глубокой ночи, пока не закончил работу. Дождавшись, когда месяц снова взойдет на ночное небо, девушка с янтарными глазами вновь пришла в мастерскую. Мастер отдал ей свое прекрасное творение. На пластине из лучезарного нефрита был выгравирован портрет девушки. Девушка не поняла. Нахмурив брови, она задала вопрос. Мастер объяснил. В первый день я расспросил мудрецов и ученых мужей. Узнал о том, как Геархонт воплощает свою справедливость. Но это была лишь основа. На второй день я ушел в горы и потратил целый день, наблюдая за скалами, слушая течение элементов, проникаясь творениями Геархонта. Но это были лишь плоть и кровь. На 3-й день я закрыл глаза и стал вырезать, повинуясь велению сердца. Я начал и закончил тогда, когда подсказывали чувства, и это, наконец, был дух. Сказав это, мастер неловко улыбнулся и добавил, но я тоже не знаю, почему получилось именно так. Девушка покрутила в руках пластину с резьбой и задумчиво сказала: «Интересно, это напомнило мне другую историю». Сказав это, она подняла глаза и начала рассказывать. Том 3. Земли Лиюэ на редкость богатые и пышны. Здесь есть сокровища, которые легко находят те опытные люди, что имеют особое чутье на такие вещи. В эпоху процветания гавани Лиюэ в порт и из него текло бесчисленное множество товаров и сокровищ. Как и сейчас, то была эпоха богатых купцов и моряков, то была эпоха, которой правили люди, сумевшие преодолеть водовороты коммерции и опасных огромных морских чудовищ. В то время на причалах гавани всегда странствовало бесчисленное множество моряков и рабочих. Говорят, властелин камня принимал облик не только знатных людей и господ с террасы Юйцзинь, но и простых смертных, шахтеров и рыбаков, моряков и бродячих торговцев. В то время на причале Лиюэ был один хозяин рыбацкой лодки,
С людьми он был строг и разборчив, а с подмастерьями груб. Каждый раз, когда что-то не соответствовало его ожиданиям, он бранил своих помощников, не слушая их оправданий, и даже отнимал у них зарплату. В тот день хозяин встретился с одним молодым человеком. То был новый подмастерье его лодочника. Одет он был бедно, на голове носил бандану. Внешне он отличался от других моряков, но цвет кожи и манеры выдавали в нем выходца из деревни Цинце, пришедшего с гор. Его лицо походило на скалу. Сигма, был. Он был неуклюж и немногословен, как другие люди гор. Еще больше окружающих раздражало то, что при сортировке рыбы он всегда брезговал всем тем, что имеет липкие щупальца. Детская травма. Какой толк от такого привереды? Ты что, сынок, богатеньких родителей? Эти слова были предлогом, под которым хозяин лодки не выплачивал ему деньги. Раньше молодой человек обычно простодушно смеялся, а потом продолжал работу. И так было всегда. Но в конце концов он однажды спросил: раз у каждого человека есть вещи, которые он любит и ненавидит, так зачем выбирать ненавистное? Испуганный вопросом твердолобого подмастерья, хозяин лодки в гневе отвесил тому подзатыльник. Таковы правила. Если люди не будут делать нелюбимую работу, то невозможно будет достичь успеха. Едва ли это то, чем властелин камня создавал правила. Хватит нести чепуху. Тогда позвольте мне рассказать вам одну историю. Глаза молодого человека засияли в свете закатного солнца, как будто горный металл. Ты еще и истории рассказывать умеешь. Услышав, что эта дубина может рассказывать истории, хозяин лодки в конце концов заинтересовался. Ну говори, и руками работай. Молодой человек хитро улыбнулся, и в глазах заплясали отцветы солнцем. Я хочу вам рассказать историю об одной нефритовой пластине. Что за переплетение? Вот так, пока молодой человек рассказывал историю, хозяин забыл о времени, забыл и о том, что пара ловких рук стащила те деньги, что он удерживал с работников и раздавал их бедным. Том 4. То была эпоха, когда множество удивительных редких вещей собирались в гавани Лиуэ. Той ночью хозяйка антикварной лавки Сигу Мингю изучала предметы старины с безымянным молодым аристократом, и вместе они рассказывали друг другу факты из прошлого. Предметом их спора была нефритовая пластина. Все знают, что сделать фальшивые древние нефритовые изделия в Лиуэ не требует больших затрат. Сделать изящную подделку будет... подделку получается. Будет немного дороже, но для торговцев это приемлемо. Сейчас, секунду. Трудность заключается в том, чтобы подделать изящную историю. Люди типа мастера по нефриту, скитавшиеся по горам, или странного рыбака, отходят от общепринятых канонов, а поэтому близкие к истине. Властелин камня установил правила и заключил договоры, но не принуждал простых смертных рассматривать подчинение авторитетам и идеальную жизнь, ибо он понимал, что правила и договоры есть средство, но не цель. Истинный баланс и смысл заключался в самообразовании и выборе каждого человека. Жестокий хозяин лодки не понимал, что произошло, поэтому постоянно сталкивался со страхом и насмешками рабочих. Таковы и старинные вещи. Несмотря на то, что качество и уровень исполнения вещи могут быть ограничены, цену чаще всего определяет не
не она сама, но стоящая за ней история. На самом деле вот это правда. История может очень дорого продаваться. То есть есть какой-то предмет, он вроде обычный, но если у него есть история, то ты можешь продать этот уникальный предмет. Конечно, это может быть ложь, но если это настоящая история, то постоянно, я считаю, что это ценная вещь. Привередливый молодой аристократ этого не понимал, а потому мог лишь заклеймить нефритовую пластину подделкой, тем самым снизив ее ценность. Но если разрезать бесчисленные сокровища в антикрамной лавке Сигу причудливым и острым взглядом, то все они превратятся в пыль. Например, слезы, которые проливала в море возлюбленная капитана, превратились в бессмертный жемчуг. Портрет в давние времена, выгравированный некими смертным императором в память об ушедшей жене, воспитал у себя его дух. Эти истории, обреченные на забвение, сохранились в легендах, окутывающие предметы древности. Интересная история. Я покупаю эту подделку. Молодой аристократ едва кивнул. В глазах подобной драгоценному металлу вспыхнула улыбка. Даже услышав мою историю, вы все еще думаете, что это подделка? Мингюй вздохнула. Естественно, молодой аристократ рассмеялся, как будто ему не бывало так смешно до того, как он зашел в магазин. Я придумал историю о том, что нефритовые пластины были древней валютой, точно так же, как вы сейчас придумали ваш рассказ. Конец. Короче, Джун Ли иногда ходит с атрибутами женскими. Так, том 1. Давайте еще одну книгу, потому что я правда не могу. Так, цветочный шар. В Лиюэ во время свадебных... Можно? Секунду. В Лиюэ во время свадебных гуляний новобрачная по традиции бросает цветочный шар в толпу гостей. Боулинг играет. И тому, кто поймал по поверью, будет целый год сопутствовать удача, и торговцу будет рекой литься деньги. Бедняк сумеет разбогатеть, тот, кто еще одинок, сможет вступить в счастливый брак, а супруги будут жить душа в душу, всю жизнь не ведая ссор. Шар делают из совершенно разных материалов. Некоторые предпочитают букет из свежесрезанных цветов, некоторые плетут шелковые мячики из ткани, сделанные из шелковицы, и в скромных же семьях делают из цветной бумаги или материи. В Лиюэ этой традиции следуют все, будь то бедные семьи или богатые. Некоторые считают, что эта традиция изначально сформировалась под влиянием Луди Гарпастум, традиционного праздника Среднего Королевства Ветра, Манштата. Другие считают, что он восходит ко времени до войны архонтов, когда архонт Соли еще ходила по земле Лиюэ. Раньше она была одной из пантеона архонтов Лиюэ, но из-за мягкого и доброго характера она убита своими же последователями, хотя и не участвовала в войне архонтов. Ее могила, вероятно, находится в руинах. Сейчас жителями Лиюэ, именуемых соленые земли, согласно легенде, с течением времени изменившейся до неузнаваемости. Она некогда дарила своим людям букеты цветов в качестве благословения, или, по крайней мере, в качестве утешения в те жестокие и неспокойные времена. Но после того, как Архонт вернулась в вечный круговорот элементов, ее рассеявшиеся по земле последователи, возможно, передали этот обычай жителям Лиюэ, но те, имеющие тягу к соперничеству и шумным праздникам, изменили этот обычай в соответствии со своими особенностями. Хотя изначально это был добрый и радостный праздник, в отчетах по безопасности миллилитов каждый год фиксируется массовое получение травм из-за попыток поймать цветочный шар, и количество таких случаев сравнимо с количеством случаев травм от нападения монстров. Том 2. Встреча Бога. Из
Из всех знаменитых церемоний и фестивалей Лiyue ничто не сравнится с церемонией сошествия. Каждый год Геархонт, извечный заступник Лiyue, не сходит в мир и дает указания и увещает смертных следовать их мудрости. Увещает смертных следовать их мудрости, чтобы все шло как заведено и не множился беспорядок. В седую древность земледельцы праотцы Лiyue Лiyue избирали представителей, которые встречали и провожали Архонта. Они посвящали ему обильные жертвы и торжественные гимны, а затем почтительно внимали его заветам, чтобы гласить народу план работ на год. Смертные приумножали богатство и преодолевали напасти, следуя указаниям Бога, и царство Геархонта непрестанно крепло. После войны архонтов Лiyue постепенно пришел к процветанию. Цисин, представители каждой отрасли Лiyue, стали посредниками между народом и Геархонтом. Они общались с ним напрямую, затем просто и доступно доносили волю Бога до горожан и задавали курс на весь год. Конечно, почетным распорядителем церемонии сошествия мог стать только один член Цисин, и никто другой не имел права вмешиваться. В умах многих торговцев в гавани Лiyue божественные слова Геархонта были драгоценнее золота, а потом... А как же Цисин? Как ее звали? Нингуан? Гуаньюй. Вот, она что ж такая же? Тоже все ждут ее прогнозов. А потому, как далеко не заносили бы торговца из Лiyue его дела, он прилагал все усилия, чтобы раз в год оказаться на родине, или хотя бы отправить родственника и узнать указы властелина камня, тем самым обеспечив успех в делах и на следующий год. В стране дождевых лесов безумные мудрецы отрекаются от мира и впадают в выступления ради тайного знания, а люди страны утесов привыкли взывать к великодушному наставлению своего бога на пути к мирским богатствам. И вот кажется, будто иногда пути семи архонтов, стоящих плечом к плечу, идут в разных направлениях. Том 3. Шелковица. Цветы шелковицы присутствуют во всех аспектах жизни каждого уважающего себя жителя Лiyue. Цветы шелковицы обладают нежным цветом, и ее мягкие лепестки часто используются для создания шелка. Даже после многочисленных этапов обработки и плетения цветы все равно долгое время сохраняют аромат. Поэтому жители Лiyue специально выводят сорта, использующиеся для создания благовоний и лучшие из них обязательно следует прежде всего преподнести властелину камня, чтобы получить его одобрение. Запах и степень маслянистости. Кстати, да, я помню, мы собирали все эти вещи. Маслянистости этих драгоценных благовоний часто разнятся, поэтому женщины Лiyue придают ароматам разные значения. В Liyue есть негласное правило: не следует спрашивать девушку о ее духах во время повседневного разговора. Правильно, потому что надо пойти и просто занюхать ее, чтобы понять, что у нее на душе. Я так делал. Если внимательный человек догадается, что это за аромат и каково его значение, и раскроет это тонкой формулировке, то у него будет гораздо больше шансов завоевать сердце собеседницы. Как часто говорят в деревнях Liyue, способ изготовления благовоний из шелковицы был изначально раскрыт человечеству одним адептом, который жил в уединении на горе Аоцан. В те времена, когда простые смертные и чудеса существовали бок о бок, адепты, правившие людским родом, учили своих подопечных жить в любви и гармонии с растениями и животными. Так некогда адепт принял форму грациозной птицы, передал изящные техники создания и нанесения
благовоний девушки, омывающейся в чистом источнике. Как могла обычная девушка привлечь внимание вездесущего ведущего отшельнический образ жизни адепта? Уже и не узнаешь правды среди сотен слухов и легенд, но способы создавать благовония из шелковицы сквозь века и эры достигли наших дней. Говорят, таинственные и душистые ароматы, да изящные техники изготовления благовоний, несмотря на свою тысячелетнюю историю, никогда не изменялись. Из-за условий среды и различных предков шелковица в ходе роста может проявлять разные свойства. Торговцы Лиюэ давали разные броские названия всем этим разным по характеристикам и сферам употребления сортам шелковицы. А потом утверждали, что эти названия пошли от случайных встреч с властелином камня в его человеческом обличии или от увиденных даров адептов. Удивительных даров адептов. Торговцы также рассказывают красивые и необычные истории, чтобы с помощью такой рекламы завоевать расположение людей, ведущих праздный образ жизни. Существующий спрос способствовал тому, что флористы Лиюэ увлеклись культивацией и селекцией новых видов шелковицы. Поэтому города и поселки Лиюэ усыпаны разнообразными цветами. К сожалению, из-за изменений климата и роста горнодобывающей промышленности, естественная среда обитания дикой шелковицы фактически полностью исчезла. Поэтому скоплений цветов в окрестностях Лиюэ почти не осталось. Там нормально растет. Оставшиеся немногочисленные цветы шелковицы находятся под защитой адептов. Сорян, пацаны, я их рву постоянно. Так, и скромные и нежные цветы резко отличаются от тех, что выращены людьми в городе. Естественно, но с точки зрения жителей Лиюэ, обольстительные ароматы шелковицы одновременно являются символом властелина камня. Может ли быть так, что этот величественный и суровый бог, ходивший по земле в мужском обличии, однажды принял облик девушки и принял в дар от смертных свежие цветы? На основе малочисленных исторических источников и запутанных древних легенд сложно подтвердить подобный вымысел, но нет возможности полностью опровергнуть эти фантазии. Автор сих строк никогда своими глазами видел, как статуи семи архонтов подносили девческие дары. Серьезно? Я же говорю, Джун Ли шалит по полной. Искусно выполненные шелковицы. Какие чувства испытывает Геархонт, получая такие дары от подданных? Ваш покорный слуга, будучи лишь иностранцем, знать не может. Все, мы это все прочитали, получается. Короче, это, знаете, на уровне, когда Наруто искал Саски, и в какой-то момент Наруто сделал технику перевоплощения, стал девушкой, и Саски такой, чё? Также и Джун Ли шалил иногда, походу. Записки благородного рыцаря. Первый том. Отшельник. Каменный лес в заоблачном пределе к северу от Лиюэ круглый год укрыт густыми туманами, и среди сборщиков целебных трав входит много удивительных слухов и легенд об адептах. Однажды жил на свете один аптекарь по имени Цяньгу, и он пришел в заоблачный предел, чтобы исследовать распространение местных лекарственных трав. Однако он и не предполагал, что группа разбойников преследовала его по пятам. Однажды ночью Цяньгу ослабил бдительность, разбойники оглушили его и забрали деньги, а самого Цяньгу связали и бросили в ущелье. Когда ночная тьма опустилась на землю, аптекарь пришел в себя. Все понял. Пришел в себя. Можно вот так пролистаю?
Он врывался из пут, не щадя сил, и громко звал на помощь, но горы заоблачного предела оставались глухи к его мольбам, и ответом ему было лишь эхо, что тряслось в горном лесу и волновало ночных птиц. На беду Цаньгу некому было... На беду Цаньгу некому было ему помочь, и из груди его вырывался скорбный вздох. Внезапно под уханье филина и свист ветра в горах зазвучал мощный неведомый голос. «Вставай!» «Я не могу!» — в слезах выкрикнул аптекарь, спугнув рыскающуюся неподалеку лисицу. Но когда он рванулся из пут, собрав последние силы, то обнаружил, что веревки уже не держат его. Аптекарь встал, и стоило ему подняться, как голос заговорил вновь, не дав тому даже произнести слово благодарности. «Взойди!» Цаньгу поднялся на вершину и по извилистой горной дороге, и тому... Я не могу, у меня сейчас... То есть, как это начинается, когда вы читаете, в чем моя проблема из-за дислексии? Мне нужно очень сильно сосредотачиваться, чтобы видеть текст такой, какой он есть, чтобы читать его вслух. Про себя у меня с этим проблем нету. У меня сначала перескакивают буквы внутри слов, а потом меняются слова и их смысл. То есть, как будто бы вы не видите букв. Там есть буква, но вы ее не видите. Я не знаю даже, как это объяснить. Короче, это надо чувствовать, это надо понимать. Кто в теме, тот в теме. В общем, мне уже очень трудно, поэтому даже на простых словах я сейчас уже запинаюсь, и из-за этого мне трудно. Поэтому слепая зона... Нет, вот ты смотришь слово, вот, допустим, старец, вот слово старец, вот оно, я его вижу. Но когда я читаю, я могу видеть слово сретац, допустим, оно перескочили буквы, и, допустим, буквы А я не вижу. Она есть, я ее понимаю, но... Точнее, я не знаю, как это объяснить. Это, знаете, из тех вещей, что ты не можешь объяснить, просто потому что об этом никто никогда не говорит. Оно вот такое. Нужно отдохнуть. На самом деле, я бы, наверное, с этим закончил. Я как раз эту книгу не нажимал, поэтому она у нас не прочитанная. Мы прочитали неплохо сегодня. Давайте мы вот это... Все. Вот это я не трогал, правильно, потому что они еще не закончены. Вот. Сколько у нас еще незаконченных книг? Чей-то дневник. Вот, мы читаем записки бродячего рыцаря. У нас еще есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 книг у нас еще есть для прочтения. Я думаю, каждый 7-й стрим мы будем делать вот такие почтушки. 7-й в смысле вот 77-й, 87-й и так далее. Поэтому как-то так. На кончике языка стоит типа нет. Это когда ты физически не видишь букв. Представьте, что вот вы идете по улице, вы видите машину, вы знаете, что там есть машина, но вы ее не видите. Вот это, наверное, правильное описание. Вы знаете, что там машина есть, как будто бы вы на нее смотрите, но вы ее не видите, но в то же время вы понимаете, что она есть. Вы даже понимаете, какая марка машины, но вы не видите... как это сложно объяснить, господи. Короче, давайте на этом мы закончим. Мы сейчас сделаем дейлик, у нас осталось буквально 13 минут. Мы сделаем дейлик, посмотрим, что у нас там по дейликам. Так, Хирличурлы... Безопасность, кажется, монстры следят за аэростатом. Одолейте... Не понял. А где... Аэростат, получается? Это у нас сейчас основной. Победите монстров. Одолейте глаз бури. Спасите Куина. Группа хиличурлов представила Куина на дороге. Помогите ему. Вот, наверное, вот это основной.
Заземленные чатики. Так, можешь за все сходить, если хочешь. Да, я сейчас пойду и пройду. Так, давайте я вот этого уберу. Так. Вот это вот так вот верну. Все будет хорошо. Так. Частенько бывает, что сюжетных дейликов нет. Но Лера вот, Гордиенко вот это говорит, похоже наверное, на сюжетный дейлик. интереснее в формате видео сделать с красивой картинкой. Милашка говорит, когда будешь дома. В смысле? Я дома? Не понял вопроса. Пацаны. Кирару говорит, сделай на английском читку. Аня Мика говорит, прям сюжетных у тебя сейчас нет. А это же сюжет, там пацана надо спасти кого-то, не? Здесь не пройти. Милашка говорит, Тенра, не тебе вопрос был пхах. Извините. Отстаньте тогда от меня. Говорит Милашка, вечерком уже, после 5 поймете. Ой, простите, у вас там свои беседы, вот этот интим весь непонятный. Я же не виноват. Пацаны. Лера Гордиенко говорит, да, извини, что не ответила, у меня чат тогда сломался. Так, я вас выключу. Благодарю тебя, путешественница. Ты уверен? Кстати, вот этот чувак, Куин, он шарит. Он знает, что Джун Ли на самом деле имеет то, что имеет, и не имеет того, что не имеет. И я хотел собрать фрукты здесь, а потом продать их в городе. Но я не рассчитывал, что дорога будет заблокирована. Ладно, я возвращаюсь в Манштадт. Заглядывай ко мне в лавку, когда будешь в городе. Прими это в знак моей благодарности. У меня самые свежие фрукты, поэтому Беатрикс закупается только у меня. Давай. Ну, походу, да, это что-то как будто бы не сюжетно. Давайте вот это проверим. Арестат. Может быть, я, конечно, не утверждаю, но может быть там есть вот в Арестате сюжет. Бабова. Пацаны. Пацанов нет, я просто сам иду, да? Аня Мика говорит, не, там тоже нету. Ну почему я не могу зацепиться? Милашка говорит, нету сюжетки пхаха. Ну обидно получается, Эндрюс какого говорит, фига? нету. Ты. Милашка говорит, ох уж эти новички. Так, какие новички, я же преподаватель Genshin Impact, алло. Знаю лор наизусть. Ты как такие вещи можешь говорить вслух? Эндрюс говорит, Тенра, вечерком будет стрим погашный, а то реал над ивент начинать делать. Вечерком будет по майну. Ну как вечерком, через пару часов, наверное. Будет по майну, будем строить вот эти все остановки и все дела. Что происходит? Отец Genshin Impact. Отец? А что с тобой делать? Сопроводите? Тебе сломать надо? Ты чё молчишь? Ты бы сразу так и сказал. Преподаю Genshin Impact. Без смс-регистрации. Говорит, сломай преграду. Все. Так. Милашка говорит, Тенра, ты не слышал, кстати, когда я писала, я ушла спать, в итоге проснулась от простуды, соплей и так далее. Капец. Нет. Так иди в магазин, иди в аптеку, каких лекарств нет, с ума сошла мать, надо лечиться, алло. Перестаньте болеть, чат. Я вас забаню. Доча говорит, почему Светлане не качали. Потому что нужно идти в локацию, где она качается, а у меня эта локация не открыта и даже не пахнет. Нужно, чтобы Макс Газ меня поводил по злачным местам. Милашка говорит, аптека далеко от дома, час ходьбы. Жесть. У вас нет возможности даже заказать. Просто я могу с телефона заказать, мне аптеку привезут. И у меня аптека прям под носом. И непривычно, когда... Наверное, в маленьких городах там или в деревнях это проблема. Я все-таки катаюсь. По катушке. Уйди. Это моя бэха. Уходи. О! Мы ее видели. Влево-вправо. Милашка говорит, я живу в поселке городского типа, нету доставки. Понял. Давайте туда. Хотя, может быть, надо было туда? Блин, наверное, надо было туда. Ладно. Тихо. Не надо, прекрати.
А может быть, этот квест надо пройти без дамага? Без разницы, в какую сторону. А вдруг ты же не знаешь. Вдруг там надо было идти в другую сторону. И там бы был бы супер ивент, и мне дали бы 1 000 000 примагемов. Ты же не знаешь. А я знаю. Проходил Геншин. Аниме Тихо. говорит не, тут главное довести до Да точки. не-не-не, я 100% говорю, если туда пошли, было бы все хорошо. Милашка говорит Кристен, так есть в К или ТГ. Эндрюс говорит ох, как давно это было, сталья лет в буквальном смысле эти дейлики не делал. Лера Гордиенко говорит с историей ежедневки с Анной, еще с той, которая из собора. История Барда мне больше всего понравилась, история ее завершилась после ивента музыкального, который на постоянной основе теперь. Кристен Тиай говорит, я делала его 1 000 000 раз, там вообще плевать. Не-не-не. Кристен Тиай говорит милашка, выше в чатике написала. Диона и Сахароза. Диона сбежала тогда, она же волков боится. Диона, как хорошо, что ты сегодня не в таверне. Твой отец еще не вернулся с охоты? Я его, кажется, не видела. Он отдыхает дома, не волнуйся. Из-за холодного ветра он простудился, и все. Я позабочусь о нем. Вот даже тут болеют люди, алло. Ты ведь за ними пришла? У меня все уже все готово. Постой, кто-то приближается. Спасибо за подписку. Это я, мать. Так это ты? Но ты напугала меня, путешественница. А оказывается, знаменитый бармен Трусишка. Я так и сказал, кстати. Кто это тут Трусишка? Ты же видела, как я охотилась в тот раз? Нет? Нет, не то. Когда она делала пиу-пиу. А ранг приключений у меня 53. То есть, ты не знаешь, что я ловлю тварей больше меня? Куда выше и куда шире, чем я. Бравада любой лольки. Но сегодня я чрезвычайно осторожна, потому что это особенный товар, понятно? Так, это странные алхимические ингредиенты, это свежие кости. Мне так неловко, но если тебе и правда интересно, можешь взглянуть. Там манго? Молочные зубы то ли волчицы, то ли собачьи. Раздробленные кости птиц, посох Анема Шамачурла. Вы что, ведьмы? Девчонки, прекратите. 3 ребра лесного кабана все еще пахнут пряностями. Это добыча с прошлой охоты или останки ужина. Посох тоже считается костью. То есть ты столько всего собрала, спасибо, Диона. Вот только... Что? Учетверенно кислые волчьи крюки и горькие лилии? Лилии Калла? Номер 5 я оставила дома. Ты завтра придешь в Манштадт? Не, последнее время я занята коктейлями, ими котейками. А еще нужно выковырить... Что? Выкроить время для охоты. Тебе надо об отце заботиться, алло. Понятно. Тогда как тебе такое? Это насыщенная каротином валяшка, которую я недавно вывела. Ее цвет и аромат и питательная ценность тягот к обычным моркови. Тяготят к обычной моркови. Мне любопытно, она больше понравится животным, которые любят морковку, или предпочитают оба вкуса? Занятный вопрос. Выходит, ее можно использовать как приманку? Да, пожалуйста, обязательно расскажи мне о результате. Никаких проблем. Передавай привет господину Драфу и пожелай ему от меня скорейшего выздоровления. Ну а мне пора возвращаться. Еще нужно собрать дракона берсерка Фавония тип 32. Дракона чего? Ты еще не научилась, Диона? Ты о чем? Как вообще такому можно научиться? О, пришла. Мне кажется, вот это... Ну, она не самая интересная, но она прикольная почему-то. Вот эта история с Архонтом. О, адептом, простите.
Стоит из-за кустов, смотрит на Тими. Ты чё, тебя посадят, алё? Тут сейчас миллилиты. Орда Фавониус придет, тебе по шапке надает. Ты чё, извращенка, выйди из-за кустов и не смотри на детей. Привет, Саньюнь! Реально. Ты чё, мать? А, что такое? Только не спугни голубей, что сидят подаль. Я долго их ждала, нельзя их упустить. Ой, ты тоже хотела полакомиться жареной голубятиной? Какая чушь! Я никогда не отнимала жизнь у невинных созданий. И не собираюсь, я хотела их сфотографировать. Прости, Пайман не то подумала. Давай я помогу. Давай, твоему мастерству я доверяю. Замани в кадр... запомни... что? Запомни, в кадр должны попасть огромные лопасти и голуби на мосту. Думаю, для тебя это не затруднит. А в какую позу мне лучше встать? Позу, которая приведет на всех впечатление. Может, стоит попробовать... Ну да, построиться под пейзаж, давай. Если так, то... Серьезно? Это что, отсылка была к этому, к Атаке Титанов? Они тоже делали такое движение? А если так, лопасти и голуби попали в кадр? Да. По-моему, все отлично. Ты готова? Да, давай. Сюда. Ну как, готова? Да, я посмотрю. Неплохо, как всегда. Саньюнь, где ты побывала в последнее время? Я последовала совету вашим путеводителей и побывала в Долине Ветров. Поле, заросшее зеленой травой, гигантское дерево, окруженное ветрами мудрости, настоящий рай на земле. Хе-хе, мы включили в путеводитель все места, которые нам самим понравились. Еще в Долине Ветров отлично спится. Там свежо и прохладно. А все остальные места я засняла на камеру. Вот, смотрите. Пайман хочет посмотреть. Прикольно. Так, давайте на всякий случай уберу, вдруг перевьюшка будет. Твой подход понятен, но почему ветряная Астра такая огромная? Это крупный план. Макросъемка, алло. А что это за размытый кадр? Это кусты. Этот кадр нужен для передачи настроения. Плод моего творчества. А у тебя еще есть? Еще я отведала манштатских деликатесов. О, прикольно. Ты пожрать, мать, конечно. Курица-гриль, цезарь, какая-то там нарезка, фрукты, пиво, саке. Ой, вот это отличный кадр! Пайман даже вкус чувствует по фотографии. А это вид с высоты птичьего полета. О, ты молодец. Ого! Как тебе удалось сделать такой кадр? Взлетела под облака, как еще? Что может быть проще? Значит, ты снимала с высоты птичьего полета в буквальном смысле слова? Кажется, путешествие подарило мне много приятных впечатлений. Мы рады, что тебе понравилось. Тебе. Да, я оказалась в чужих краях, но с вашим путеводителем отдых был приятным и полным радостных сюрпризов. Еще рано. Самое время устроить легкую прогулку по диким местам. Ваш путеводитель у меня с собой. Не беспокойтесь. Давай, погуляй. Так. Подожди, а ты что тут делаешь, мать? Ну, раз она хочет, пойдемте. Пойдемте волка побьем. Так, нам же вон туда? Да. Сейчас будем бить волка тогда, в соло. Бьем соло волка. Тихо. Она как блогер в мире Геншина, если бы у них существовал инста. Это движение Орда Фавониуса. Адепт инсты. Ты чё? Так, ты где?
попробую найти. Кого вы там ищете? А ты где? А ты вот. Эмбер. Рейзер! Рейзер! И здесь его нету. Путешественница, ты по пути не видела Рейзера? Нет, а что? Нет, просто... Хотя... И дело... И в самом деле срочное. Несколько дней назад он пришел в город, чтобы вместе с Клипом полакомиться пирогом. Но он не успел купить его. Все пироги тогда распродали. Сегодня Кли рано встала, купила пирог и собралась отнести его Рейзеру в Вольфендом. Она чуть не покинула город одна. К счастью, ее остановил капитан Кая. Кли слишком опасно отправляться в Вольфендом в одиночку. Я пообещала Кли отнести ее рисунок мелками и пирог Рейзеру, если она посидит в штаб-квартире. Однако я обошла почти весь Вольфендом, а Рейзера нигде нет. Ох, нельзя падать духом. Если я скоро не найду Рейзера, пирог станет черствым. Я взлечу и поищу еще раз. Пока, путешественница. Давай, давай. Че, мы будем бить волка? Мне ж, по идее, надо. По идее же надо. Надо. Блин, а я не помню, я его проходил или нет. Все, попробуем. Уходи, собака. Аня Мика говорит, бей. Давай, давай. Давай, давай. Го бороться. Костил говорит, привет. Привет! Туда этого волка. Костил говорит, как дело. Все нормально, как твои дела? Милашка говорит, жду. Милашка говорит, завтра. Ты где? А, все, начал бегать. Торо! Торо! Давай. Давай, давай. Я на пафосе. Я на пафосе весь. Торо! Мы с тобой Костил драться будем говорит, или все нет? круто, тоже купил SSD только что. О, классно, поздравляю. Теперь у тебя Аня все будет Мика быстренько. говорит, Хенра, укротитель волков равно Z. Да. Ауф. Костил говорит, ты как это энергичный. Я энергичный в смысле? С ума сошел. Хотя... Сегодня хороший день на самом деле. Кристиан говорит, это надо беляком сволочью проходить на пафосе. Согласен. Что-то как-то... Это мне громко или вам громко, я не понимаю. Звук игры. Все. Где мои вкусняхи? Нету? А, есть. Сюда. Что дали? Сила атаки, хп, защита... Кстати, окей. Смотрите, я вас выключу. Короче, я вот эти дни... Мне сказали сливать смолу не в артерии, а в артефакты. Я ходил выбивать артефакты для сахарозки. Ну и в целом... бич, да? Нет, давайте через Си сделаем. Мы одевали у нас одну лольку. Лолька... Где вот она? Сиджин. Артефакты. Вот, смотрите. Я для нее выбивал вот это попутно. А, ну и вот это тоже. Давайте посмотрим. Вот как раз они помечены, что они новые. А Тайна сам убивает боссов, растет на глазах. Нет, я их... Они же в соло вообще без проблем убиваются. Я их убиваю с вами просто для того, чтобы мы могли вместе провести время, чтобы было поинтереснее. Вот. Так. У Сидж нет сигнатурного сета, так что можно его собрать. Да, вот о чем я. Смотрите, у нее сейчас цветок на ХП в процентах. А, это хороший цветок. ХП в процентах он у нас 3 раза прокнул. И крит. Я выбил вот такое ХП, шанс крит попадания.
Кстати, тоже в процентах и восстановление энергии. Оно как будто бы даже лучше. У нее же нужно восстановление, а не мастерство стихии. И если его прокачать, оно как будто бы будет даже лучше, не? Здесь мастерство стихии, ХП, восстановление энергии, защита, ХП, сила атаки, восстановление энергии, шанс крит попадания. Вот это неплохой, вот это можно кому-нибудь, кстати, воткнуть, Сахаровский. А, нет, ей же мастерство стихии надо. Шанс крит попадания. Ей нужно 60... Что? С ума сошел? Нет. Кристен Тиай говорит, а зачем ей сет изумрудки? А почему бы и нет? На самом деле я Сахаровский выбивал. Эндрюс говорит по факту, криты ей ничего не дадут, она ток бафает, хилит и гидростатус дает. Все. Ну, значит, ее просто на ХП собирать. Забить на все остальные статы. Типа вот у нее есть вот это прокнуло, вот это норм. Все, значит, мы двигаемся дальше. Здрасте. Так вот. Здесь что у нее? У нее сейчас стоит дева, сила атаки, перо всегда на силу атаки, ХП, так она не защита. Ничего не надо ей изумрудку. А, нет, подожди, это не она, вот она. Сила атаки, ХП. Усер говорит, здрасте. Вот новая. Сила атаки, ХП, мастерство стихий, восстановление энергии. Костил говорит, может, это лучше? к ХП надо как минимум. Давайте вот это. Оно как будто бы лучше. Вот сколько оно? 4%. У этого 5%. Я так понимаю, это стат выше, базовый стат выше. Здрасте. Вот еще перо. Сила, мастерство стихии, защита. А у моей Сахаровски что стоит? Крит, не получше чуть. Так, здесь у нее сейчас стоит ХП, шанс крит попадания, сила атаки. Крит урон, ХП. Кристен Тиай говорит, она хиллер. Ей нужно попробовать собрать из юной девы. Из юной девы. Ну вот, на ХП, сила атаки, защиты. Ну, как будто бы у нее сейчас... У нее обычная ХП. Вот это все остальное ей же не нужно. Это тоже плохо. Сила атаки, защиты, это плохо. Вот это хорошо. Это защита. У нее основной стат ХП, все правильно. Все, тогда здесь все окей, здесь защита стоит. Восстановление энергии. Костил говорит, часы на ХП надо, а не на силу. Да, вот у меня на ХП стоят. Аника говорит, там сен стат в процентах был. Кристен Тиай говорит, отсортируй по ХП арты. Как это делается? ХП. Что такое? ХП. Подожди, процент ХП. Вот это нам хорошо будет. Вот. Смотри, у нее вот такой. Но, насколько я понимаю, юная дева в базовом стате дает больше процента ХП, чем дает изумрудная тень. Поэтому я не буду вот это менять. Да. Здесь у нее стоит, опять же, дева. ХП. Костил говорит, у нее норм. ХП. Ой, как хорошо. Криурон. Ладно. Дендра, урон, ХП, шанс крит попадания, защита. Это же можно на эту одеть. На Нахиду, нет? Милашка говорит, ладно, чатик. Пойду ютуб посмотрю. Кристен, напишешь мне, зайка. Давай, пока-пока, Милашка. Костил говорит, ХП кубок. ХП кубок, вот он, да, стоит. Ну, изначально. Просто у меня лучше, чем его нету. Кристен Тиай говорит, милашка. Хорошо. Здесь у нее шляпа хард. На ХП, крит урон. Костил говорит, на Нахиду МС надо в основном. ХП, кстати, уже немножко вкачано. Восстановление энергии, защита, мастерство стихии. Ну, это фигня получается, да, для нее все. Крит попадание, защита. Все фигня. Ну, все, получается, она одета прям в топ для нее. Подождите. Костил говорит, 4 куска девы есть. Нет, здесь все хорошо. 4 куска девы ток, мастерство и криты. Восстановление ей, как собаке, шерсть. Она генерит энергию, дай боже. Понял.
Ну, короче, оно мне одето нормально получает. Ну, из того, что у меня есть. Окей, тогда я ее больше не одеваю, ее только качать. Вот, допустим, вот это пюре. Оно прям хорошо. Сила атаки, базовый стат в любом случае. ХП и ХП в процентном соотношении плюс восстановление энергии просто так. Я бы его прокачал, как чат считаете? Вдруг процент ХП выпадет? Защита, спасибо. Еще хочу. Восстановление энергии. А можно ХП? Когда вот надо, ХП вообще не в жизни Мика выпадет. говорит, одета неплохо. Молодец. Восстановление Опять энергии. Спасибо. Можно, пожалуйста, ХП? Да, а можно процент? Я был не точен. Можно процент ХП, пожалуйста? Костил говорит, восстановы тоже надо. Окей. Короче, восстановление энергии у нас пюре. Так, это вкачано. Здесь. Вот это я, наверное, качать не буду, мы подождем, потому что я бы вот сюда тоже процент ХП засунул. Вот все остальное не важно. Ну хотя, блин, оно само на ХП идет, 42%. Плюс еще косарь. Давайте улучшим до конца. Тут осталось 2 уровня. Игра, прекрати, дай мне артефакты. Где можно добыть артефактов много? Почему у меня нет артефактов? Что за жизнь? Костил говорит, пюре говно. Прекрати. Эндрюс говорит, смотри по нахиде. Если играешь в бутогах, то там ток мастерство собираешь под 1000. Если играешь с электро, то собираешь более универсальный варик с критами и мастерством под 500-600. Угу. Кристен Тиай говорит, там в мейне ХП процентов. Процентов внизу не будет. Аня Мика говорит, если в основном стате процентное ХП, в подстатах его уже не будет. Горький так, кофе ладно, говорит, чатик. поздравляю, Сиджин. Спасибо большое. Вы уже Друг в долг говорит, смотрите на Данжах. 15 минут, поэтому все, баста. Давайте чуть-чуть сейчас смолу солью. Давайте так, в какой мне сейчас данж стоит сходить? Быстренько. Я быстренько в соло схожу в данжик, чтобы слить смолу. Прекрати. Не разговаривай со мной. Улучшить. Что у тебя тут есть? Наручники нужны. Суббота, говорит, воскресенье. приветик всем снова. Вот, давайте сходим сюда, прокачаем Я уже деду поспать оружие. успела. Стрим еще идет? Приветик. Да. Как ты себя чувствуешь? Ю, спасибо за подарочек. Давайте наручники хочу. Хочу наручники, чат. Костил говорит, вы наблюдали, как Тенра отшил джунгли. В смысле отшил джунгли? Когда такое было? Глупости. Я думаю, мы сейчас быстренько все это сделаем. Быстренько прям. То время идет, а мы это фигню страдаем. Линси, спасибо за подарочек. Лини, спасибо, Лини. Простите. Говорит, привет. Привет. Кристен Тиай Пути. говорит, раз в данж пошел. Да, конечно, есть. Ли говорит, не очень, если честно. Состояние спать и спать. Лечись, давай, иди спать А надо лучше. убраться краем к фейсу. Не-не-не, забей на все, иди спать. Не дури. Лучше вылечиться нормально. Эндрюс говорит, учитывая, что Геншина и так не очень много, то 20 лишних минут это даже мало. Спачи Блуи с милем. Да, хорош, он идет через Еплай раз. говорит, а всем доброе утро. Геншин самый Наконец, самый стрим популярный успел. на канале, так что не надо. Кристил говорит, Ну, теперь вообще не Тенра успел. Ты соло в долг ходит успел. На данже малыши так быстро растут. Нет, я хожу в соло, чтобы время сейчас не терять, потому что в соло данж быстрее проходится. И мы будем проходить вместе. Все будет так же, просто это. Подождите, я что нажал? Что произошло? Что я нажал? Я забыл. Я густую нажал? Бом! Пацаны. Кристил говорит, густую нажал. Окей. Кристил говорит, нажал. Я, кстати, в соло я хоть вижу, где эти пацаны.
Ли говорит, сегодня еще песни на выступлении записывали. Интересно, как с моим больным голосом вышла роль «On the Flower Laughing». Кристен Ты пела говорит «Золотые пустую» купола. и продолжить нажал. Ты так все пела? кей. Все окей. Аня Мика говорит «да». Прошлый заход бустую из Все, это хорошо. Так. Можно мне это? Я не хочу дальше. Я не хочу. Я думаю, мы сейчас уже сможем скрафтить. А зачем я вообще деду копье прокачиваю? Я прокачиваю, потому что могу себе позволить, наверное, вот так. Улучшить. Мне нужно 4, я могу создать 5. Погнали создавать 5. Наручники. Посажу весь чат в наручники. Ли говорит ха-ха-хах. Да-да-да. Примерно вот так. Немного закосплеила отца, смайла улыбка с подмигиванием. Ну ты молодец. Вся в отца. Не понял. Мне нужно сначала самые говяные скрафтить Костил наручники. говорит, а чё Тенра чат отстает? Я не знаю, у меня все нормально. Может, ты меня пытаешься обмануть? Давайте вот чуть-чуть оставлю, вдруг они понадобятся для чего-нибудь. Аня Мика говорит «да». Вот так. Эндрюс говорит, Или какие спасибо. наручники. Неважно. Это что за БДСМ? Пачи Блуисмилинг. Да не стесняйся, тебе все понравится. Костил говорит, не пытаюсь. Спасибо за подарочек. Что у нас происходит? Джунли, показывай свою палку. Вот эти штуки можно создать 35. Мне нужно 17. А ядро хаоса 17 хочу. Ли говорит, ой, сейчас кое-кто в бан отлетит с моей улыбкой с подмигиванием. Ядро хаоса, оно из чего делается? Из вот этих штук. Костил говорит, Тенра, какой у тебя рост? 1,88 м. Так. 17. Так. Сюда. Теперь чем? Джунли. Достаем палку, нажимаем улучшить. Могу создать концентрат слайма. Я что-то даже Ли не говорит, посмотрел на только это. пришла, а уже претенденты на бан имеются Грининг с Куинтрингфейс. Всех бань. Костил говорит, их плодинг хитну нихие сиби. Так, Луна не говорит, это. какой ранг? Не ругайся в чате, алло. У меня 53 ранг. Я не помню, сколько там было, я думаю, 20 хватит. Ли говорит, Костил, так, не ругаться. Да-да-да, тебя тетка сейчас как наругает. Есть! Ничего себе, оружие 90 левела. Чат, когда такое было? Бум! Шикарно. Костил Круто, говорит, круто. извиняюсь, я ошалел просто. Не надо. Здесь что? 80-й. Вот эти штуки мне нужно сделать. Ли Точнее, говорит, собрать. без меня тут шалили на тики. Да? Понедельник, четверг, воскресенье. Давайте, чат, смотрите, очень важно. Завтра нам нужно будет прокачать Чиори меч. Я очень хочу, чтобы он был 90 уровня. Тем более это сигнатурное оружие, оно должно быть прям топ-топ. Завтра, в воскресенье, мы можем вот этих палок повыбивать. Вот этих штук у меня вагон. Не вагон, мало. Но все равно уже хватает. Вот, завтра нам нужно будет этим заняться, поэтому, пожалуйста, кто-нибудь мне напомните. Здесь, что нам надо? Клык. Пятница, воскресенье. Подземелье закрыто. Ладно. Улучшить. Здравствуйте, здравствуйте, Диана. Завидую количеству моры. Я ее собирал, я ходил, жил и делал в свободное время. То есть каждый день заходил. Сменить. У кого у нас еще есть оружие? Для Ситлали мы ничего не выбили. Она у нас по фэшну одета. Посмотрите, что за фэшн, что за стайл. Вот. Кто Ли у нас говорит, есть еще? запомнила, но вряд ли напомню, сама забуду. Оружие. Ли говорит, не переживай, эта мора скоро улетит в трубу за секунду. Да, она улетает очень быстро, поэтому ей нормальный кодекс Фавония. Потому что я ее Синда хочу говорит, качать. покажи статы на Тиари. Статы на Чиори. Так. Подробнее. Оно у меня плохо вкачано, я не знаю. Вы же смотрите крит урон, да, в статах, вот. Шанс крит попадания и крит урон.
Что еще смотрите? Сила атаки, Эндрюс ХП. говорит, Лань Янь пуху на силу атаки лучше какую-нибудь. На силу атаки. Эндрюс, а ты играл в ММО? Скажи мне честно. Кристен Тиай говорит, я за неделю 6 лямов слила в прокачку, а обратно так быстро не набрать. Обратно быстро не набрать, да, сменить. Ивакра говорит, Сила привет, атаки. Тенра. Привет. Мастерство говорит, стихи, по балансу крит урон, нормально. ХП, сила атаки. Вот. Кристил говорит, Она полный должна с чай. фэшн ходить. Потому что, вот, восстановление энергии. Получается, ей брать вот это? Я могу даже возвысить его несколько раз. Аня Мика говорит, да-да. Давайте. Ну, блин, ей так не подходит. Она такая тусклая, это такое яркое. Вообще не по фэшну. Так, Эндрюс говорит, играл в БД Пробудить. еще какую-то корейскую ТОШ. Black Desert. Аня Мика говорит, сила атаки, ее мейнстат. Все тогда. Ивакра говорит, как дела? Все нормально, как твои? А у меня же еще были. Почему только один раз могу прокачать? Не понял. Сейчас посмотрим. Здесь же я забыл, Курей что говорит, уже. Лань Янь зависит от АТК. Все, понял. Костил говорит, у нее шит от силы атаки, чем больше атаки, тем больше защиты. Так, шита. нужно создать одно Кристен Тиай ртутная говорит, пилюля потому что на заоблачного. персах одеты. Ивакра Кстати, говорит, у да. меня тоже все хорошо. Это хорошо. Евочка, здравствуй. Еще раз. Что я ответил на вопрос, но не прочитал, кто. Вот это, да? Чуть-чуть сделаем. Ну, я так понимаю, вот это будет следующее, то, что ей нужно будет. Где она? Ланянь, что она прячется от меня? Возвысить. Возвысить. Бум. Опять они? А я уже не могу создать, мне не хватает. А где их брать? Пятница, воскресенье. Закрыто. Рзек Плей говорит, здорово, как дела? Привет! Все нормально, как твои дела? Так, подождите, прокачка характеристик. Вот. Могу создать. Эндрюс говорит, Это что если такое? выбьешь второе казино, в скобочках пишет Ой, странника, вот это её началось можно опять в Лань Янь поставить заднице. потом. Костил Не, говорит, ладно. ладно, я на остановку приехал сейчас домой топать, пока если Все, успею зайду. давай, аккуратней. Рзик Плей говорит, отлично, там сап. Красавчик. Вот это стример нормальный, когда у него все хорошо. Плей говорит, Даже когда «Итак, ему плохо, он все равно измеряйте говорит, что температуру». все хорошо. Русская рулетка. Сколько же на этот раз? Сколько же на этот раз? Выживет ли Ли? Почему в процессе? Это еженедельный. Так, здесь что? Смолы нам надо потратить еще Рзик Плей 40, говорит, минералы, Рейс Вистер с получить Фолджой. награды, блин. Подождите, я же могу их получить. Могу получить. Все. Так, здесь все окей. Забираем БП. Ой, не туда. Забираем БПшечку. Эндрюс говорит, к чему был вопрос про ММО? Просто в ММО чаще пишут, что пуха слово Фрагдерм говорит, используется. привет. Привет! Лера Звездам к Гордиенко безднам. говорит, Добро я пожаловать в пойду. гильдию Искателей приключений. Давай, а у меня уже тоже конец. Гильдия благодарит тебя за выполнение поручений. Вот твоя награда. Спасибо, мать. Так, и... Экспедиции. Не буду. Еще не завершены. Все. Ну что, одолейте глаз бури? Зачем? Давайте мы... мы же превьюшку не сделали, чат. Ё-моё, и вы молчите. Потому что чтение у нас было. Мы в предыдущем сделали превьюшку, все нормально. Так, давайте вот сюда на живописный мы пойдем. ММО исчезает. ММО исчезает, согласен. Сейчас приличных ММО нет, а в старые что-то уже поднадоело играть. Вот здесь мы и закончим чатик. Ну что ж, чатик. Всем большое спасибо, что провели этот стримчик со мной, что мы читали книги, мы познавали лор Genshin Impact, прочитали много интересных историй. Я не скажу, что они были сильно прям интересные в плане... Это очень похоже на рассказы, не лорные, ну то есть... Когда ты, допустим, приходишь в Манштадт, и там рассказывают, что вот историю, грубо говоря, реальную историю, это прикольно. А когда рассказывают больше вот такое в виде легенд, что-то такое, оно прикольное, но это, наверное, не то, что я прям ожидал. Спасибо за подписку. Поэтому
Следующий стримчик по чтению лора у нас будет через 10 серий, то есть 87 серия будет по чтению лора. Остальные серии у нас будут как обычно. Завтра я планирую сделать коопный стримчик, то есть мы с вами пройдем какие-то активности, мы повыбиваем что-нибудь, чтобы прокачать персонажей, закроем еженедельных боссов, и я постараюсь закончить все вот эти общения с там вот Дионом у нас стоит, там еще кто-то. Кстати, Джун Ли у нас... Джун Ли угнали. Тут был Джун Ли, алло. Не понял. Это можно профукать, серьезно? Кооп утром или днем? Скорее всего будет, утром. Я могу стримчик чуть-чуть попозже начать в 11 по своему времени, но у вас будет 8 утра. Простите, пожалуйста. Надо ивент начинать срочно, понял. Тогда мы сделаем наоборот. Я сначала начну ивент, и как мы устанем от ивента, мы пойдем делать коопные вещи быстро, прям быстро-быстро. Или мы завтра сделаем просто 2 стримчика, чтобы за завтра больше успеть, посмотрим. Давайте сделаем так. Простите. На утро я буду делать ивент, чтобы вы все потом проснулись. Днем мы пойдем проходить активности. Либо могу сделать наоборот, смотря что вам интересней. 2 стрима одновременно. Просто игр много. Я еще сейчас хочу перепройти Half-Life. У меня в библиотеке Half-Life были все ачивки. И там добавили новую ачивку, типа не выстрелить ни одной пули. Пройти весь Half-Life только с монтировкой, там гранатомет и гравипушкой. Вот, я хочу его пройти заново. У нас уже было прохождение, но я хочу эту ачивку. Халву с модами? Нет. Обычный Half-Life пройти ачивку. Вот эту, чтобы ни одного выстрела. Да, челленджи. Half-Life сердечки, поэтому это нужная вещь. Ладно, мы все это порешаем, я думаю, позже в комментах. Мы стримчик и так на полчаса дольше сделали, алло, чат. Все. Всем большое спасибо за ваши подписки, лайки и подарки. И самое главное, что мы провели это время вместе. Было интересно. Но стримчик закончился. Всем пока. И как всегда на прощание... Все, я не могу, у меня уже голоса нету, чат. Все, давайте. Пока-пока-пока-пока-пока. Да. YouTube, Twitch и Trovo. Вам, как всегда, отдельное пока-пока.